Всем привет, начинаем стрим, день 27. Продолжаем создавать всякое. Итак, у нас сегодня руны. Мы делаем, чтобы они применялись и чтобы они что-то делали. То есть создаем систему для их создания. Вот мы уже в компоненте. Остановились мы на том, что мы привязываемся к этому делегату. Bind uObject. И давайте же привяжемся к нему. Так. Позакрывать. Угу. И поехали. Нам надо что? Что нам надо? У нас есть, что нам надо. Он apply rune, а у нас принимает int. 32 это индекс наш. Rune actor component. Runes. Actor component. И мы сюда засунем void. И void, который принимает в себя int 32, но это будет apply rune. Apply rune, применение руны. Apply rune, int 32, rune index. Rune index он принимает в себя. Хорошо. Read. Как же этот символ задолбал. Я уже настолько не упрекся, когда без стрима это перемещение делаю, и он мне символы создает, что я лишнее удаляю. Лишнее удаляю и так уже привык к этому удалению. Это бред. Да будет патч, когда они добавят возможность убрать это нафиг. Что за прикол? Так, мы передаем сюда и playrun. Значит, runes as. Runes as. Playrun есть. И теперь мы работаем. Значит, у нас есть наш runes array. То есть там у нас находятся наши руны. Вот. Наши руны находятся. А Runes Vault это наш Runes Vault. Я не помню, зачем Runes Vault нужен. А я говорил, что я забуду об этом. Так. Значит, Runes Array это там, где мы именно текущие руны, а Runes Vault это хранилище текущих рун. Rune Master, потому что он принимает в себя, а Rune Master это наш uObject. То есть это как раз таки текущие, но у него есть и string. Что такое string? Rune Master, скажи мне, пожалуйста, Rune Master DA. Почему string? Я не помню, почему string. Помнить бы. Ну-ка. Вспомнить бы, почему именно string. Object pointer. Я, по-моему, вспомнил, почему string, потому что мы вот это вот get name, вот этот, когда мы возьмем, допустим, rune vault какой-нибудь, я не знаю, точка, ну да, точка find что-то там, ring, важно, и мы как бы к нему-то обратимся, правильно? У нас есть get of name. А мы не of name, get pass, по-моему, делаем. Да, нас интересует именно get pass. Вот эта вот часть. То есть мы делаем get pass и по пассу идем. Сразу проверяем его. Вроде как я так хотел сделать. Надо, блин, делать все по порядку, а не на будущее оставлять. Потому что теперь я фиг узнать, почему там string. Почему просто не использовать типа как full name. А в чем разница? А, вот full name есть.
E-Object Full Name Flags принимает в себя. Или F-Name есть. Чем отличается? То есть нам надо как-то передать, но неважно, мы сейчас его изменить можем. А ну-ка. Залезь. В любом случае нам надо вначале в этот array залезть, забрать его этот и записать. А ну-ка, давай найдем тебя. Find all. Нигде не используешься. Хорошо. Может быть, сейчас мы тебя исправим немножко. Нам надо быстрый, чтобы поиск был. Сразу мы по этому нашли. Соответственно, во-первых, вот этот apply run. Блин, а он же должен на сервере выполняться. А если мы делегат триггерим, а сам метод выполняется на сервере, так можно? Или так нельзя? А ну-ка. Т. Дикий огурец. О, сейчас кто-то бан будет получать. Что ж такое-то? Почему ты снова так поздно запустил стрим? Мне вообще-то уже идти надо. Ну иди, давай, удачи. Чтоб тебя язык забыл. Я не уйду без бана. Я тебя услышал. Слышно. Так, да, это будет проблема и довольно тонкая. Разберем логику пошагово, потому что вместе бывает ловушка, что происходит фактически. Делегат вызван на клиенте. В клиентской контексте прописана функция function, то есть RPC, которая должна выполняться на сервере. Клиент без этой функции пытается отправить RPC пакет на сервер, но это не сработает только если вызов сделан на объекте, который владеет клиентом. Обычно player контроллер только если вызов сделан на объекте, который владеет. Если компонент, который подписался, не находится на акторе, принадлежащем клиенту, то RPC просто не отправится. Здорово, делай вызов. Как? Здорово, делай хорошо. Так, надо. Вот так вот отправлю. У тебя как делает? Что там нового в разработке? Вот тут как раз находится 3 ключевых это сервер. Расположен по уровням, что реально произойдет, где сломается контекст. Ты отправляешь, описываешь ситуацию так. Делегат вызывает бродкаст на клиенте. На это делегат подписан метод и function сервера. Да, подписчик. Вектор компонент прикреплен к реплицированному PAN. Да. Ключевой момент. Кто вызывает делегат и function сервера означает, что метод можно вызвать только на клиенте, но выполняется он на сервере через RPC по сети. Если ты вызовешь его напрямую на клиенте UI, отправить RPC на сервер. Но если этот вызов происходит не напрямую, а через делегат, тогда зависит от контекста, на чьей машине выполняется бродкаст.
А что произойдет при твоем сценарии? Делегат триггерится на клиенте, значит бродкаст выполняется на клиентском процессе. Подписанный метод uFunction сервер reliable находится в компоненте, принадлежащем к тому же Palm. Но Palm хоть и реплицируется, его компонент не переходит в серверный контекст сам по себе при... Я норм. Ненавижу создавать лишние объекты в кучу. Угадай, что я начал делать в своем виджете на плюсах. Создавать лишние объекты в куче. Так, при вызове через делегат, если объект существует на клиенте, то его метод-сервер вызовется на клиенте. И увидит это, то это RPC отправит сетевое обращение к серверу, выполнит метод на свою копию компонента. И то все будет работать, если POM принадлежит локальному игроку, has authority. Не угадал. Из local контроллеров. Только в этом случае клиент может вызвать RPC. Не, но вот это может вызвать. Делегат сработает на клиенте, только не владеет. Но с учетом того, что он туда триггерит, значит он работает, поэтому все должно быть хорошо. В смысле не угадал? А что ты делаешь? Что ты там наделал? Так, а я не понял, а зачем тебе, что тебе не нравится с обычными виджетами? А, там что-то неполноценно, ты говорил. Узнал у ГПТ, как рендерить свои картинки в нужных местах, и теперь вызываю функции отрисовки напрямую. Кажется, ты мудришь. А это не точно. Так, apply around your function. Он. Почти. Function. Сервер. Reliable. Reliable. Implementation. Как же долго доходит сообщение? А мне кажется, что так проще. Просто указал картинку, координаты и размер, и вуаля. Но я так и не понял, нафига ты делаешь серверы. Фуй. Все, уже сломан. 13 минут прошло, 12. Уже все сломано. А зачем ты виджеты делаешь свои? И вот это вот все свое. Чем тебе стандартно не устраивает то, что есть? Или это чисто ради познания? Optimization. А ты уверен, что он будет Optimization вообще? В твоем случае? Ну, на бумаге, может быть, да, а на практике. Не в теории, а на практике. Так, мы обращаемся к Runes Array. Runes Array. Значит, я хочу frun if frun info. Да 100. 100%? Окей, окей. Run equal yes array run index создали. Ну просто к руну быстрее как-то обращаться, нежели вот эту всю пачку прописывать постоянно. Правильно. Так, есть контакт по поводу. Нам надо его создать. Потом нам надо будет добавить в качестве этого в тимап его. Вот этот. И достать его оттуда. Think about it. Runes Vault. А тут можно как-то, ну, кроме вот этого... Ну, кроме вот этого, как-то дать сервер only. Типа data for server only. Data for server only. Такого, короче, будет напоминание, что это чисто для сервера. Она существует на сервере, на клиенте там пусто. Runes Array, хорошо, мы записали. Потом мы должны как раз таки будем залезть вот в эту Runes Vault
И взять и узнать, что они там вообще, что в нем вообще. Вот мне интересно теперь. Руня. Точка. Runia.da. Что у нас тут есть? Get. Name. Get name. Вот, он и в string возвращает. Path name есть. Get full name. Ой, что-то лишнее принимаешь. Get path name. И object и string, поэтому... Правда, там еще 2 перегруза есть. Outer. You object. Const you object. Return the fully quality pass of this object in the format. Ну вот поэтому string у нас. Вот поэтому у нас f-string. Потому что мы вот тут получаем getPassName. И мы его туда достаем, ну, типа runes value, вот этот contains делаем. То есть, если он там уже содержится, то мы типа ничего не делаем. Все, нам ничего не надо делать. А если его там не содержится... Или подожди. Как он будет очищать? А, так он все правильно он очищает. То есть сам вот этот run value, он будет, у него же есть этот run master, у него будет указатель на вот этот data asset на себя. Как раз при инициализации. Да, давно меня тут не было. А где наш FPS RPG шутер? Да, давненько RPG шутер. Ну, типа закончил его делать. Типа. Вот. И в релиз. Если так это можно сказать. Ссылка в описании. Все дела. Вот. Ну там доделал, это громко сказано. Доделал. Так, значит, f-string. Где пропадал? Что такое? Почему не заходим? А? Ругаться сейчас буду. У нас тоже релиз был. О. И как там? Что там? Последние полгода как и шаг по халахах. Ой, да, это прям смешно. Прям вообще не могу пахать полгода. Ну, подожди, ну, смотря с какой стороны посмотреть. Но, в общем, как оно? Что там? Успех, не успех? А что за релиз? Напомни мне. Я немножко не помню. Совсем чуть-чуть. Object pointer. Не успех. Фиксим игру. Блин, печально не успех. Блин, и не успех, это прям беда. The House of Tesla. The House of Tesla. Что-то знакомое было дело. The House of Tesla. Ну, 110 человек сейчас играет. 110 человек сейчас играет. Нормально вроде. Все, я начинаю вспоминать. Скрипты, помню, видео смотри. 58 положительных. А что такое? Что там люди недовольны? 60. Почему тут 58, а тут 60 пишет? Интересно. Чем там люди недовольны? Напортачили. Признавайся. Get pass name.
Или... Геймдизайн в стратой получился. Но это по отзывам или это личная история? Типа, ну, твое мнение, так сказать. Я в отзывы не хочу заходить. Room get pass name. From the vault. F-string. Ну хорошо, get pass name. Мы через get pass name идем. Они точно не повторялись. Ну, да, они не будут повторяться. И с учетом того, что я планирую делать вот эти вот грейды, они будут x2 делать, но как бы этот самый, как его, x2 от предыдущего, то есть x2 сделает раз, x2 сделает 2, x2 сделает 3. Ну, типа зеленый, синий вот этот вот, когда мы их совмещаем. То есть мы совмещаем 3 карточки, а получаем x2 усиление. Вот, и все, у нас x2 становится, и стоимость x2, и этот x2, все x2. То есть, типа, короче, 3 карточки тратим. Получаем мощность как за 2 карточки. И карточки руны. И там все это масс делается. Поэтому, если ты юзнул белую карточку, то ты не сможешь другого грейда карточку юзнуть. Get Pass нам не даст, нам ничего лишнего проверять не надо, потому что она будет вести к одному и тому же дата ассету. Даже с учетом того, что вот этот рунмастер будет записан иной. А вот в рун-инфо там будет запись другая стоять. Там будет записано как раз таки... Вот там вот и будет записано вот это вот какой там грейд. Надо, кстати, нам грейд создать на будущее. Get pass name. Ну, допустим, хорошо. То есть, что мы делаем? Мы вот эту вот точка contains делаем. Contains. Вот эту часть. Вот эту часть. Если она contains, if оно contains. То есть, оно содержит, то return. Пока я не знаю, что сюда добавить. Ну, там вообще должен быть триггер из разряда, что уже есть. То есть, какая-то надпись. Ну, он возьмет на этот, сделает на клиент, вызовет метод какой-то. И... В общем, что-то произойдет. Потом... Я вот не знаю, нам имеет смысл проверять -1, не -1. Вдруг еще не залетел. Хотя этот на сервере и тот на сервере принимает. Такого, в принципе, не должно быть, что у нас рун... ну, то есть, как бы... Что 0. Мы же не будем еще дополнительно или руне. Runcount меньше либо равен 0. Я просто не очень вижу смысл в этом. Чисто на всякий случай. А ты пока все еще учишься или Tower Defense уже в Steam зальешь? Да, я еще учусь, но как в планах-то это было бы хорошо. Было бы хорошо залить в Steam. То есть сейчас на Steam я больше настроен, чем в том проекте. Потому что этот проект поменьше, тут нет моего любимого геймдизайна, ну так прям сильного. Прям вот эти вот расстановки кубиков всяких прочего. С анимациями не надо сильно играться, с много чем не надо, короче, играться, и вот как-то так. Просто там, ну, там все всрато, там в Steam делать нечего. Там в Steam делать нечего, то, ну, тому проекту, а вот этому, может быть, и есть что-то, посмотрим. Вот
посмотрим. Но, в общем, на Steam нацелен посерьезнее, чем в предыдущем проекте. Но будет ли в Steam, без понятия. Время покажет. Так вот, я не очень вижу смысл нам вот этого вот делать. Run count. Мы берем и делаем run count. Зачем? Потому что, ну, если он 0, его там вообще не будет. То есть он удалится. Эту проверку мы потом делаем в конце. И мы просто удаляем этот run array. Извлекаем из... То есть это в конце будет проверка. Вот этот run count. .run count. Делаем минус-минус. И дальше мы его проверяем. If run. Я не хочу одну строчку записывать. Некрасиво, мне не нравится. Поэтому будет так. Меньше либо равно 0. То run array. Run array. Remove at run index. Run index. Вот так вот сделаем. Такую вот штучку-дрючку мы делаем, и жизнь прекрасна. Почувствуйте ее. Хорошо. Допустим, предположим, чисто теоретически и гипотетически. У нас есть эта вся история. Мы проверили то, что он contains. Хорошо, здорово. Его нет еще такой руны. Кстати, вот эта вот проверка нас от кучи всего вообще избавляет. Точнее, не проверка, а сама вот эта вот идея о том, что мы можем только одну сделать. А столько геморроя нам просто убирает. Какая красота. Здорово, 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 здорово. Сколько раз мы еще вот этот get pass name будем использовать? Отлично, он все равно запускает этот самый другой метод. Прекрасно. А это в свою очередь этот метод запускает. Это гениально. Это гениально. У нас есть 3 метода. Не, это круто. Это не это самое. Это круто. Это великолепно. Ну, типа, у меня тоже такие фишки есть. Но в плане того, что я разве самостоятельно не могу вызвать. Зачем мне этот путь проделывать? Что у нас происходит? Непонятно. String builder какой-то 256-й. Get pass name. Он еще один get pass name вызывает. Смотри. Вот цепочка классная, конечно. Шух, 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 шух. Ну да, слушай, это прям огромная мразь. Это прям огромная мразь. Поэтому я, наверное, f-string сделаю. F-string path name. Path name. Такую вот фишечку сделаем. Const. В принципе, мы руну здесь не меняем, поэтому const. А, нет, мы меняем руну. Подожди, это мы меняем тут. Так, есть такая история. Pass name записали. Им передали. Просто нам еще как минимум один раз надо. А там мразь-то здоровая. В общем, будет записать. Окей. Получили. Вот containers. Теперь нам надо его создать. Подожди. Нет.
Нет, еще не создать. Нам надо проверить его на наличие денежки. Денежка есть? Нет? Денежка. Да. Денежки есть или нет, то их проверить. А вот тут начинаются веселушечки, потому что ему надо обратиться к компоненте, которого он ничего не знает. Это по серверной части. Можно, конечно, так как они на сервере, отправить именно, чтобы сервер привязался к этим там и связать их как-то. Так, но у нас тут может быть. Кстати, виджет move тоже можно переделать, он там. Понятно. Подождите. А у кого у нас вот этот вот Хизмани или прочее? Как там? Ну так вот, я сделал структуру для слотов оружия, которые содержат вектора позиций, размеров и браш для отрисовки картинки. А в самом виджете сделал их членами класса Left Hand Slot Strich Slots 3. Окей. Который содержит вектор позиции размера. Окей. А что это до тебе дало? А чего срочный стрим? Ты как там, кликбейт? Ну, это самая проверка, кто читает вообще, что там написано. Но в цикле форм мне приходится вызывать их по отдельности, и потому код дублируется. Ой, так это ж хорошо влияет на оптимизацию. Дублирование, это же вообще то, что надо. TowerPoint. Вот, у нас TowerPoint отвечает же за это точно. Я вспомнил, как у нас. Он клик TowerPoint. Я твою душу любил. Открой мне TowerPoint. Спаунул. Тут вот. S-Coins. Он в PS это узнает. Я глаза только открыл. Тогда я дальше боюсь. Давай. Открыл, видит сразу. Ой, тихо, не падать. Срочный стрим, все надо быстро. Это самое. Такой телефон открывает. Срочный стрим, быстро комп включает. Короче, там все настроился, такой. О, чё? А тут такой, этот самый обманочка. Фу, стримеру. Так. Как мы получим PS? PS.
Как мы получим PS, если у нас его нету? Через овнера. Через овнера. Где у нас наши компоненты? Потеря. Вот она. Get овнер. А кто ты? Ага. Овнер. А там стример, товарищи сержанты, товарищи офицеры, товарищи мичманы. Всех с праздником. Ага. Это player state. Подожди, я не помню. Там через контроллер, по-моему, был. Как это давай. Да, отличный вопрос. Великолепный вопрос. Доступ у тебя оказывается get owner. Ага. Get контроллер. Ага. Ну из контроллера уже пал. Ага. Понял. Ага. Хорошо, get owner. То есть мы здесь берем, получаем наш main pawn. Можно pawn. Это вообще не имеет значения. Вообще имеет значение, потому что я не хочу подключать этот. Я не хочу подключать сюда это. Лучше pawn просто подключу get controller. Блин, значит controller. Дальше. Он не знает, что такое pawn. Не, он знает, что такое pawn. Get player state. У него просто player state есть. Просто наш player state. Пущий прям. А есть через get player state. Player state. Просто чтобы я это самое вот так вот сделал сразу. Угу. Main PS player state. Вот такая вот история. Ну, сейчас мы это все сделаем по-человечески. Проверок. Знает, что такое pawn, он знает, что такое контроллер. Он не знает, что такое наш player state. Давайте же его посвятим в это. Player. Main PS, хорошо. Так, как бы теперь это все распределить? То есть нам надо вначале вот ту фигню проверить, потом ту фигню проверить, а потом эту фигню проверить. Цепочку я не хочу создавать. If. Или придется цепочку создавать? А ну-ка. Ну, лесенку точнее. If get owner. Если мы сделаем вот так вот, он будет 2 раза каст. Один и тот. Если вот так, то тогда вот этот указатель мы оставим в любом случае. PS.
Или же можно сделать getter. То есть записать его сразу, потому что нам постоянно мы будем обращаться. Зачем нам это, правильно? Давайте лучше сделаем сразу getter. Сюда вот. Main PS. Get PS. Вот. Ну, тут я уже могу накуролесить. Делайте по-красивому так. Return. Так, теперь ее property хочу. PS. PS. Если main PS, то мы возвращаем main PS. Если нет, то работает следующая история. Работает следующая история. Мы же так делаем, правильно? Get и Ambas, как там у нас запись идет. Ну да. Потом вот это по очереди. То есть get owner. Это раз. Вопрос. Потом get on, get controller. Controller. Здрасте. А почему он его не ищет? Интересно, товарищ, ладно. Если он тоже равен, тогда PS мы проверяем equal вот эту вот часть. Вот это вот. Или pointer. Или null pointer. Ну, конечно же, он будет несколько раз здесь каст производить. То есть 2 раза производит каст. Один лишний, короче, здесь каст. Можно его записать, но я что-то не особо вижу смысл, ибо, во-первых, вид поменяется всего этого. И плюс его в конце надо будет делать. То есть мы вначале проверяем вот этот main PS. Если он main PS есть, то мы возвращаем этот main PS. Если нет, то тогда мы создаем этот каст, точнее создаем этот указатель на pavn, потом его мы проверяем, потом мы там достаем контроллер, его проверяем, потом мы записываем его туда, проверяем и возвращаем. Вот. Пусть будет так. Пусть будет так. Потом самые умничающие люди заходят и рассказывают, что это двойной каст, это зло и прочее. Так. Значит, мы делаем чек. Вообще мы должны его здесь делать. Или get main PS. Main PS вот сюда сразу проверочка такая пойдет. То есть если его нету, то как бы беда. О, беда какая. Если есть, то беда. Фу, если есть. Если нету, вот. Если его нет, то беда. Если есть, то мы им пользуемся main PS. У нас идет здесь тоже hasCoins. Вот этот. То есть мы или main PS has
coins. И вот сюда ему надо передать, что он хочет вообще. Что он хочет. Помимо того, что он здесь хочет, нам надо еще проверить вот этого товарища. Мы, кстати, его не проверили. Сразу из него достаем. Очень некрасивая штучка-дрючка. Очень некрасивая штучка-дрючка. Это тоже не очень красивая штучка-дрючка получается. Ну, что поделаешь. Значит, тут, собственно говоря, почти никак. Разве что отсюда вначале достать, потом сюда записывать. Хорошо. Также потом достаем отсюда мы рункост. Достали рункост. Если у него есть руны, тогда все хорошо. Если нет рун, то тогда все плохо. Таверпоинт. А ну-ка, еще раз, как мы там? Ну да, разворот, хэспоинтс, передали. Саунды всякие. Окей. Есть. Записали. Проверили. То есть, если у него есть денежка, значит он его юзает. Так, все это мы проверили. Теперь мы должны будем что-то сделать. Именно применить его и создать. Давайте спросим там через New Object. Так. Важно все посылаем, потому что New Object легко ошибиться. Визуально все как обычно. Сегодня управлять системой сборки мусора. Правильно создать New Object. New Object нельзя создать через New. Используется фабричный метод New Object, например. Object класс. Понятно. Владелец объекта New Object. Author. Владелец. Но это this, который укажет ссылку и гарантировать, что объект не соберется GC. Ага, то есть если мы просто не укажем, он его похерит. Если автор уничтожит GC, автоматически соберет это. Если автор уничтожится, нет ручного делита, нет утечек, если автор корректно участвует в GC. Рассказывали про иное. New init something. В роли автора понятно выступать, если объект нужен долго, глобально, если наш объект без кондиционера, можно сказать, что эти collect garbage. Ты не вызываешь, вместо этого просто теряешь все ссылки на объект, убедись, что автор больше не держит, и его соберет автоматически. Это редко. Принудительно можно вызвать, но это редко нужно ошибки. Ведущие к утечкам. New Object, но через нее, короче, New Object без author и без add to root. Ссылка на не ее property. GC не видит зависимости, может ставить объект, пока ты им пользуешься. Хранение и share quantity и nick pointer. Неправильно. Object не совместим. Резюме. New Object, главный объект New Root уничтожаешь ссылки, появляется G. Ну, короче, достаточно будет просто ему обратиться к этому. Он здесь будет храниться у нас. Ему достаточно будет по стрингу этому взять, обратиться. Кстати, можно сразу передать вот этот name, pass name, а не datast.
Ну, датаст ему надо будет в любом случае, просто чтобы потом заново не доставать вот этот пасный. Мы передаем в него этот, и все хорошо. Хорошо, хорошо. Все хорошо, значит хорошо. Давайте создавать его. У нас имеется, значит, new object. И что мы делаем? Мы делаем следующее. Runemaster. Runemaster. Белым. Вот так вот. Runemaster. Object. Run object. Pointer. Object equal new object. Runemaster. И вот сюда вот он принимает этот самый. Подожди. Мы же должны передать туда, что мы создаем. Outer класс, вот. Флаги и прочее. У нас есть. И Object это он создаст свой, а мне свой не надо. Ну, точнее, он создает классический, короче, тот, который плюсовый, а мне надо это блюпринтовый, чтобы он... Не надо, чтобы он блюпринтовый создал. А, не, подожди, мне надо, потому что они все разные, с разными статами и прочее. Не, все правильно. Outer, вот это тут нас тогда интересует. Outer это this, в данном случае. И вот этот Object, который у нас... класс, точнее. Класс. Класс у нас содержится в run. run.runda. Run object. Run object. Вот. После я хочу чекпоинтер обязательно. Вдруг чего, правильно, чтобы видеть. Run object. Run object. Run object. Хорошо. Если он создался, в таком случае нам надо засунуть его в вот этот run value. Runes value. Vault. Run vault. .add. И мы сюда передаем passName. И мы передаем сюда run object. Run object. Окей? Мы передаем сюда run object. Здорово, я думаю, здорово. Далее мы делаем. Далее мы должны инициализацию в нем запустить. Runemaster use run. Вот это он, кстати, есть. Типа, мол, что это инициализация. Ну, можно, наверное, init run сделать. Потому что и когда она добавилась, он уже пошел ее делать. Поэтому, наверное, init run будет. Так как вот так вот. Get world, get game state. Ну, вообще ему много чего надо. Ему желательно бы и player state передать. Get game state. Game state он-то получит. Окей, это без вопросов. А там из owner он может вытащить, в принципе. У него так get owner есть. Не, ничего нету. Нету у него такого. Нам надо тогда передать его. Иначе беда будет.
Может быть, и компоненту надо будет передать даже саму руну Actor Component, ибо вообще непонятно до конца, что он будет, короче. Потому что если мы хотим, чтобы она как-то что-то влияла на кого-то, на себя, допустим. Ну ладно, это уже потом, когда эти будем, потому что там сильно много механик в голову сейчас лезет разных. Надо конкретно одну делаешь, вот ты под ней, ну, дорабатываешь под нее, потом дорабатываешь под остальное, потом видишь больше общую картину и все перерабатываешь, типа такого. Так, init run, он принимает в себя run DA, но я еще хочу, чтобы он принимал в себя дополнительно вот этот pass name. И мало того, что принимал, он в себя его еще и protected. Your master day, master day. Run day. Обязательно. Ну, понятное дело, что это у нас uProperty. uProperty. И у нас еще uProperty. Хотя это не обязательно uProperty делать. Чисто ради красоты можно, но в string path name. Вот pass name. И сюда мы его тоже передадим. Const f string. По ссылке, пожалуйста. Pass name. Спасибо. Есть. Записали. Так, записали. Записали. Вот, сейчас записали сразу же runD equal runD. Подсказывать не будем, да, принципиально понял. И pass name. Path name equal pass name. Pass name. Хорошо. Здорово. Get state. Потом я бы еще хотел получить такую штуку, как game state. Player state получить. Я пока не очень знаю зачем, но пусть будет. Player state. Давай uProperty. Main PS player state. Main player state. Ладно, датаст сначала будем. Main PS, хорошо. Main PS equal main PS equal main PS. Ну, нам просто это ничего не стоит, так как мы и так его получаем вот здесь. До добавления вот здесь он уже получен. Соответственно, почему его просто не передать? Там проблема. Вот мы его здесь получили. Уже у нас есть, почему его не передать? Понадобится, может быть, потом когда-нибудь. Проблема.
Так, мы его добавили в наш тимап наш. И после чего из run объекта мы вызываем init. Что мы не вызываем? Потому что не знаю, что. Мы поезд. А здесь датаст. Вносим датаст. Мастер. Хорошо. Есть контакт. Init. Run. Что ты хочешь от меня? Ты хочешь runD. Это у нас руня. Runya.runD. runD. Passname. Passname. Patchname. И main.ps. Как бы все легко и просто. Все, инициализацию мы сделали, а дальше уже на инициализации мы запускаем наши все приколы, которые у нас есть. То есть каждая руна, она делает что и надо. А патнейм? Или плохо? То паснейм или плохо. Значит, опаснейм или плохо. Что же не так с передачей паснейма? Че не понял. Что уже не так? Ну если копии нужно передать, то ладно. Просто спросил, очень кричать. Кричать? Интересно. Так, в смысле копия нужна? Где копия? Где я копию передаю? Поясни мне, пожалуйста. Вот, чтоб не говорилось, потому что что-то я меняю. Вот ручки, я жду. Где копия? Где в passname я передаю копию? Патнейм. Ну, passname, да. Где копия? Ты в поле имеешь в виду или в этом, в как его, не в поле, а в этом. Короче, локальная переменная, которая в методе passname, или которая принимает в себя. Потому что я воспринимаю то, что ты про то, что принимает в себя. Что вот метод открыт, вот где метод принимает консты в стринг по ссылке. Я просто в ожидании. Насколько помню, это создается копиться в константу, и ты ей потом передаешь в массив. А там хз, потому и спросил. Сколько помню, это создается, копится в константу, и ты ей потом передаешь падать. Создается, копится. Я ничего не понял. Если ты подожди, ты про вот этот вот fpass или ты про тот метод инициализации? Да мы так и не определились. Ну что, вот это вот тебе скорее всего не даст, потому что он не возвращает здесь этот самый. Он здесь же копию возвращает. Тебе как ты получишь этот самый на копию? Что за бред? Ну, он разве соберется вообще? Ссылка на копию, так ты и так копию получил.
О, соберется, да ладно. Там разве не копия? Подожди. Не, подожди, там же копия. Там не ссылка возвращается. Const string path name — это создается копия, Да. хотя не точно, если работает как в обычном плюсовом стринге. Ну, создается копия, да. Ну, будет ссылка, будет ссылка. Какая разница-то? Сейчас начнется объяснение мне, в чем разница между ссылкой и копией. В плане того, что на производительность ровным счетом это вообще не повлияет. Ну, мы не почувствуем. Вот 10 тут будет этих самых стоять ссылок. А потом в Фу, не массив ссылок. копируется. Ну, а потом и в массив, да, копируется. Ну, это не... Ну, это тимап. Ну, да. Так, а что тебе мешает? Что тебе это мешает? Вот 10 их тут будет, мы же вообще не почувствуем этого. Ну, типа, резонно, да, создать это лучше, чем копии создавать без вопросов. Да я спросил, не осуждаю. Да, не осуждает. Там на самом деле осуждаешь. Да, я все понял. Да без вопросов, без вопросов. По теме. Не. Так сказать, по теме. Так. New object. Мы создали new object, добавили его, инициализировали его, здесь сделали минус. В случае, если этот минус, если этот уже, ну, минус типа там 0, то значит мы его убираем оттуда. Убираем оттуда. А если мы его убираем оттуда, то у нас работает update run widget implementation. Вот этот. Да? Или нет? У нас же там стоит на update вот этот вот update run widget. Update run widget, да, к нему прилетает, и виджет он его заапдейтит сразу. Какая красота. Какая великолепная штука. А, кстати, это в соло можно использовать? Использовать для этих, для полей. Типа повесил на поле и property его сделал. Весил. Если его где-то кто-то изменил, сразу типа полетел. Виджет какой-то что-то делать. Так, окей. Только это изменение вступит. Дело в том, что вступит в силу только для этого. Для товарища клиента. А для товарища сервера это вообще ничего не сделает. Map-string пока не практиковал. Map-string пока не практиковал. Не практиковал. Ссылкой? Так она ж удаляется у тебя потом. F-string. В чем проблема? Создать F-string. Это так это самое, как будто, я не знаю, что там это самое. Там страшная какая-то штука. Ссылка у тебя, так ссылка у тебя удаляется, дело в том, что. Хотя я вот не уверен, что вот это вот происходит. Что здесь вот get pass name, он же возвращает, что? Ну ссылкой да тогда. Указатель еще сохраняю. Слушай, еще указатели не проверял. Тогда уж зачем мне это делать? Я тогда указатель на D передам. Зачем мне тогда этот F-string передавать? С таким успехом. Подожди. Я тут с апдейтом занимался, ты меня сбил своим F-string. Без update. Update run widget, вот он запускает его. В любом случае. Update run widget, короче, но в любом случае надо его запустить. Ну да, нам в любом случае надо просто запустить update run widget.
Потому что в данном случае он сработает для сервера, а вот эта часть уже для клиента сработает. Причем на клиент он 2 раза отправит. Первый раз он отправит, он обновит, когда у него старые данные. А тут он обновит, когда у него новые данные. Поэтому get owner as authority. Вот так вот должно быть. Типа клиенту не полетел 2-й раз, с учетом того, что у нас как бы подожди, что значит has authority? Он и так на сервере выполняется. Что за приколы? Бред. Же и так выдаст это самое. Ладно, не трогаем, все. Потом вопрос оптимизации. А чё, все? А чё, это все? Это все? Ну, в плане, понятно, что дальше-то сам этот должен следить за своим жизненным циклом и удалять и прочее делать. И вот ему, да, он еще должен себя передать сюда. Runes, Urunis, AS, вот этот. Он должен себя передать в тот uObject, потому что когда у него закончится жизненный цикл, он должен будет триггернуть. Можно делегат, кстати, подписать. Постоянно подписываться на делегата тоже такая история. Нежели просто передать указатель и потом его дернуть. uObject просто дернет эту компоненту. Все. Ему надо будет очистить себя. То есть вот руна закончила действовать, она по вот этому f-стрингу идет в teamup, достает по вот этому passname себя и и как бы вот этому object pointer делает 0 pointer. Говорит, что все, ты 0 pointer, уходи. А потом убирает этот вообще элемент у тимапа. И все, и дальше, по идее ее должен почистить этот аутер, говорит, его больше не держит. А как аутера у нас тут есть? Find object with outer. Интересно. Много лишнего. Тут у него нет никаких remove. Remove from root есть. Вот, remove from root. Remove an object from the root set. Только я его не добавлял в root. Ну ладно, это мы посмотрим. Сейчас дойдем до этого. Посмотрим, как удалять. Так, передаем вот этот компоненту. Там просто метод вызовем. В самой этой компоненте просто вызовем метод, который возьмет и триггернет этот удаление, который принимает в себя вот этот f-string. И понеслась. Все, жизнь прекрасна. На всякий случай сервер. Его, конечно, будет серверами вызывать, но на всякий случай. А какая разница, если его не будет этот сервер? Там все равно контейнс мы проверяем. И даже не обязательно вот эту пометку делать сервер или абля, потому что его сервер будет вызывать. А если его не серверная часть вызовет, то он обратится к... У нас там же первая проверка будет это на contains. Teamup, чтобы он не схлопнулся. Так он фигню выдаст, потому что он пустой. Ну, типа, там нет ничего.
И все, как бы, и до свидания. Поэтому void. Void. From runes vault. Remove from runes vault. Remove from runes vault. String. String, да. Known string. Pass name. Вот история. Сейчас мы ее создадим. It rune implementation. My rune implementation. Нет, наверное, вот ее где-то вот под этот засунул. Это рун, не. Может быть вот сюда, вот этот rune implementation, но сюда хочу ее, короче, здесь видеть. Просто потому что что мы делаем? Мы обращаемся к row if runes vault .contains вот этот pass name. Если он не содержит, то return. Я не знаю, что тут еще добавить. Если он его содержит, то мы должны обратиться к нему, то есть сделать его через find. То есть runes vault .find. Подожди, а он его там же, блин, вот этот указатель на указатель меня путает. Он же вернет указатель на указатель. Это как это работает? Runes find pass name. И вот к этому runVals, то есть init. Подожди, а что он вернул? Object point runs get. Что это init? Хорошо, хочу init. Init run, вот этот get, да? То есть он его через get получил, object pointer. Угу. Ну окей, если мы вот так вот сделаем. Null pointer. Он же так не очень захочет делать. Но если мы сделаем вот так, то будет хорошо. Потому что что правильно? Потому что ссылка на ссылку. Поэтому вот теперь вот у нас тут будет init. Нет, тут ничего не будет, потому что это этот pointer. Вот. И мы, получается, сказали ему, что он 0 pointer. Да или нет? Много ПТ. Много ПТ. Потому что тут есть скрытый подводный камень, что делать. Если есть, вот ссылку на даешь его поинтером. Удалять reality map. Значение ключ. Ключ остается в контейне. Не, ну молодец, что сам ключишь. Нет, спросил. Mark as garbage. А что значит find ref? Смотри, есть не просто find, а есть find ref. А ну. Run value. Vault. Find ref.
Что он возвращает? Find the value with a specific key. Это типа он уже разименованный возвращает, что ли? Anti-object. Ну да. А find что возвращает? Здесь сразу T-object, pointer и run master, потому что мы из этого возвращаем. А это возвращает с указателем именно. Понял? А что я об этом знал? Я об этом не знал раньше. Так, подожди, я не пойму. Он же не по ссылке его возвращает, он копию вернет. Написано find ref, но он вернет копию. Судя из того, что здесь написано. Я здесь ссылочки-то нигде не вижу. Find key. Использует тот же самый, этот самый, да, молодец. Pair value. Окей. Запрос. Еще раз, подожди. Find. Че, подожди, как там было? Get value он достал из значения. Ну ладно, в общем. Окей, мы это сделали. Mark as garbage есть вот такая вот штучка. Но, наверное, это он будет сам себя помечать. Наверное, сам себя будет помечать. А ну-ка, у него уже есть. Mark. 10 раз у него есть. Так, это не будет окей, потому что мы к этому обращаемся. Где он? Марк с Гарбаги. Вот это вот надо будет сделать. Марк с Гарбаги на метод, который будет удалять его. Хорошо, сейчас включаем. Дальше все, он его здесь сделать. А зачем нам его вообще тогда 0 pointer делать, если мы сделаем remove? В чем логика? В чем смысл, собственно говоря? Зачем я все удалил? Непонятно. Runias vote .remove remove. Path name. В принципе, это все. В принципе, это все. Рассматривает код. Да. Ну, да, очень интересно. Когда этот рекорды будешь бить? У тебя 6, по-моему, было. Когда будет 7? Ну да. Все. Просто удаляем его. Никогда
Там шанс на выигрыш меньше 0,1. Ой, да ладно. Давай сейчас у этого спросим имена. Пусть он подумает. Урока. Два имена. Я посчитал. Да, я не верю. Я не верю тебе. Сейчас мы перепроверим тебя. Я считать не хочу. Теорию вероятности вспоминайте, как оно все там устроено. Поэтому мы сейчас у ГПТ так. Бан. Бан, ну вот бан, значит бан. Ну, я не знаю, понял, что он, что я от него хочу или не понял сейчас. Думает. Геминай очень любит на английском отвечать. Ты ему пишешь, что-то он бац на английском пошел. Я не очень понял, зачем он так со мной. Так, шанс выпадения всех 10 уникальных вариантов подряд составляет... Дендракл, ну там не так мало. КПЦ, ты тихий на фоне музыки. Не мог бы ты генерировать субтитры? В смысле я тихий на фоне музыки? Что ты это? Музыка громкая или что? Давай я сделаю чуть тише. Музыка громкая, ты посмотри. Шанс выпадения всех вариантов подряд примерно 0,036 тысячных. Всего-то, Дендракл, тут как бы... Так, сколько процентов? Как только что сказал, 0,036. Короче, 0,36 тысячных. Понимаешь? 0,036. Так вот. А то есть 1 копейка 300. Нет, 1 из 2755. То есть, если ты будешь вот это бросать, то у тебя... короче, тебе надо всего лишь 2755 раз попробовать по кругу шлепнуть это все дело. Но у тебя 6 было. А давай проверим, а какова вероятность 6 подряд 10? Давай посмотрим, насколько ты победитель. Какова вероятность 6 из этих 10? Так, вероятность шанса составляет 15%. 15.12. Это примерно 1 из 6.6. Понимаешь? 15%. Тебе, ну как... короче, тебе надо 7 шлепнуть, 7 подряд, потом 8 подряд, потом 9 подряд, а потом всего ничего осталось, 10 подряд, и все, и ты победитель. Ты представляешь, какой процент ты попадешь, Дендракл? Попроси сразу таблицу составить. На все, да? Составь таблицу на все варианты. И что мне с того? $1 000 000 наличкой. Да, именно он. Сейчас он составит табличку, и мы сразу все посмотрим. Сколько будет 7 и 7. О, пошел. Короче, 1 из 10 у тебя 100% шанс.
Все легко и просто, как бы тут Дракл, тут вообще изи. Изи. 2, как бы из 10, 90%. Тоже как бы, я тебя умоляю. Так вот, давай с 6 начнем дальше. Вот, до 6 мы проходим. 15.12, да? Это 6 подряд. 7, уже 6%. Понимаешь, 6% вот, вероятность. 8 это уже 1.81. 9 это 0.36. 0.36. А вот 10 это 0.036. Ты говорил, пошел. Тут пошла реклама, и я пошел нахер. Надо было сказать, чтобы я ее отключил. Чтобы она точно не пошла. Но она рандомная. Я тут, мои полномочия все окончены. Я ничем помочь с этим не могу. В общем, вероятность такая у тебя. 6% это 12. Фу, это 15. Hello. Это 15.12. 7 из 10 это 6.05. 8 это 1.81. Гриша, привет. 9 это 0.36. А 10 это 0.036. Так что, Дракл, давай, мы в тебя верим. У тебя шансы Реклама есть. была, что обсуждаем. И у этого реклама, смотри. Их реклама. Обсуждаем шансы Дендеракла выбить 10 котов, не повторяющихся подряд. Вот, из 10. У него шансы такие 0,036 тысячных. Вот. Но он уже выбил 6 из 10. Шансы на это был 15.12. Поэтому изучи. На Твиче тоже реклама есть. Теперь вообще нет резона там быть. Ну да. Только вот с Твича я ничего не получу. А вот с Ютуба получу. Это только мои шансы. У других ведь совсем другие. Да. Когда поставишь Twitch Rewind, чтобы перематывать стримы. Rewind, чтобы перематывать стрим. А что это такое? Зачем он бьет Что котов? новенькое? Чем он бьет котов? Он не бьет котов, это новый. Дейс, а ты был вот это самое? Ты в курсе, что там новые команды есть разные у меня в стриме? Там ссылочка в описании. Там команды. Там такое есть. Там прям обалдеешь. Просто Коты не знаю, жрут ты в теме, куриц. нет? Полезная инфа. Это как на Ютубе. Можно перелистать на 510 минут, если пропустил. Twitch Rewind. Надо записать, слушай. Давай запишу сейчас Twitch Rewind. Я без понятия, что это. Twitch Усы. Rewind. Нет, это ты молодец. Но ты проигнорировал, да? Вот это то, что я сказал, что там есть ссылочка. Ревинд. Правильно. Мустеш. Ревинд, да. Я без понятия, что это, но я гляну. Twitch Rewind, листование и прочее. Хорошо, ладно, поигрались. Давай дальше. У нас Дейс. А ты хочешь, кстати, посмотреть, как танцует Дендеракл? Хочешь? Там есть команда восклицательный знак Dance. И там будет Дендеракл танцевать. Настоящий казах. Вот именно, вот так вот и там, да. Так. Это мы убрали, теперь надо вернуться в наш рунмастер. И передать указатель на рун AS. Да, вот. Ой, какая красота. Рун AS, рун Actor Component. Родная рун Actor Component.
Компонент. Угу. Не-не-не, подожди. Пока так, если еще что-то добавится, подумаем над тем, чтобы все это в структуру засунуть. Проще было. А ты дэнс проигнорировал, да? Ты не хочешь посмотреть, как Дэн Дракл танцует? Руня. Компонент. Настоящему мужику сложно смотреть на танцующих негетеросексуалов. Не гетеросексуалы, это как? Гетеросексуалы это типа в обратку. Осуждаем, да. А откуда такие предпосылки, а? Чё ты себя так это самое не любишь? Ну, в плане того, что мы на то, что, короче, тяжело сильно. Я понял, с каким подтекстом ты это написал, но мы тебя осуждаем. Ну, как бы. Поэтому вот как-то так. Как-то так. И здесь мы просто заспирили. Есть. Есть тоже есть. А чё я? У меня тестостерон вызывает рвотный рефлекс от такого. Без шуток. Таким я родился, ничего не поделать. Ну, бывает. Ну, это, я не знаю, это печально или это хорошо, я не знаю. Я запутался. Сейчас очень тяжелый мир. Блин, я такую шутку вспомнил, но она не для Твича. Это вот как раз по этой теме, что типа тяжелый мир. Ничего не понятно. Атис кукус лалов. Тут от слова гротеск, укус и лалов. Осуждаю. Да, ты чё, прекращай. Жодин, это самое там замазал все это. Ну так и с людьми нетрадиционной ориентации также. Они же говорят, что они родились такими. Ну... Тут нечего осуждать. Не, тут это самое, там поаккуратней. По поводу этого, ну да, тут да. Какая шутка хорошая, блин, я прям очень хочу ее рассказать. Но, блин, я не хочу нарушать девственность бана, поэтому не будем. Итак, мы все это назначили, обозначили, все это он записал. Напиши в Discord. Записал. Да не, уже момент утерян, все. Это надо рассказывать, во-первых, а во-вторых, момент уже утерян. Блин, ладно, не буду даже намекать, все, проехали. Микроскопический гироскоп. Как там? Это ты на вот эти вот всякие байт-словечки типа книга, негодяй, да, вот это вот ты вот туда клонишь, да? Осуждаем. Меня сбили шутейками своими.
Мы инициализировали, и она должна запуститься теперь. Каждый запускается по-своему. То есть один там таймер создает, другой там единожды что-то делает. Все они делают в начале своего пути, то есть в начале волны. То есть поэтому нам надо Кто сильнее, Халк или Шрек? Халк или Шрек? Шрек, конечно, Шрек это вообще мощь. Это прям уф. А что такое? Там сейчас шуточка какая-то будет, да, страшная. Так. Шалишь. Ну вот, видишь, шарю. Нам надо Game State вот этот получить, а нам надо его получить, потому что у него... А ведь премьеру 5-й части перенесли на 2027 год. 5-й? А что было 4-я? Просто перевел тему с одного цвета кожи на другой. Гена крокодил сильнее. Таймер, wave start. Таймер. Он wave start. Вот у нас есть. Почему Гена сразу он крокодил? Гена не крокодил. С Геной все хорошо. Он просто Гена. Что сразу? Значит, если Гена, то сразу крокодил. Да шутка. Такая смешная. Очень смешная шутка. Enemies empty. Enemies empty. Так, enemies empty нам не надо. Подожди. Откройся. Он wave start. Нам надо... Но про Гену не делают моды, заменяющие модельки ГГ в разных играх. А, ты в Шреке когда делал? Ну да, Шрек там везде бегает. И он и Спайдермен, и Ранмен, и кто там этот? CJ из GTA. Он все. Ну, завирусился этот самый зеленый огр. И нормально. Wave Data. А что такое Wave Data? Amber Wave. Wave Data. И на саксофоне играет классно. Да, вообще. Видел его даже в роли Ведьмака. Это гениально. Я, по-моему, в Елде видел, он на осле катался. Было дело там, что-то такое, тик-так или еще что-то, или просто видос какой-то. И в Секера его он тоже был. Так, бродкаст. Ну, нам надо подвязаться на вот этот вот делегат. Он wave start, но дело в том, что этот товарищ у нас нифига не... так он мультикаст, он wave start, все хорошо. Wave Data возвращает. А Wave Data это у нас кто? Wave Data у нас тут enemies to spawn. Ну плюс к enemy спавнам подходит, да. А что подходит? Подожди, ничего не подходит. Заменили ГГ на Шрека? Надо было Радана. Там соотношение размеров всадника к лошади такое же. Радана на шаг... Я не видел Радана. Может, это есть по-любому. Так, а что, скейл подтянуть и нормально. Wave Start. Дело в том, что он передает вот этот Wave Data. Но там некоторые должны быть изменения мелкие. Мелочные изменения до вот этого сделано. Да вот ты тут. же его на стриме гасил. У него огромная арена в пустыне. Я знаю, кто это. Я говорю, не помню, чтобы его в Шрека превращали. Видосы такие не помню. Может быть и есть. А во второй фазе он улетает в небо и прилетает как метеорит. Я помню. Я понял о ком-то.
А вот ты не понял, о чем я. В чем тут суть? Он-то ее передает, но мы небольшое изменение должны будем делать. А он Подожди, что? Он передает его по константной ссылке. Я Замечательно. говорю, что надо было бы его на Шрека заменить, а не что уже заменили. Я понял. Я просто сказал, что я не помню, что его заменяли, что я такого не видел. Но по-любому-то есть. Это уже было в Симпсонах, как говорится. Подождите. Старт таймер хендл. Ну, нам надо вот здесь вот добавлять перед. То есть мы в сам этот уже должны что-то уже делать. Ну, по-хорошему, мы просто на инициализации тоже получим доступ к GameState, вот этому. И наш GameState, ну, у него будут управления, то есть, чтобы он мог вот этот Wave Database дополнительные изменения получать. То есть, у нас и объекты, вот эти, которые руны, они же влиять могут на количество, допустим, волны. То есть, мы берем и увеличиваем количество мобов для противника, или уменьшаем количество мобов для противника, допустим, чтобы он денежки меньше получил, либо наоборот увеличиваем перед этим забафов. Поэтому нам надо влиять. У тебя какой мультиплеер будет? Кто-то хостить будет или отдельный сервак будет? P2P. Один плеер хост, второй плеер клиент. Отдельный сервак. Для меня затраты будут огромными на просто добавление в Steam. Там просто забей, какая-то бешеные траты. А тут ты еще сервак где-то арендовать. Вообще отлично. Побить рекорд Конкорда? Закрыться еще раньше? Не, что-то мне не нравится такая история. Так. Безблок. Вот, и поэтому они обращаются к нему, и там в какой-нибудь массив, то есть они складывают, или есть добавочная какая-то wave data, добавочная, то есть которая сверху налетает, и мы к ней обращаемся перед вот этим вызовом. Мы-то подписываемся и на делегат подписываемся, что сделать именно. Но каждый по-своему должен, потому что те, которые влияют на волну, они не должны подписываться на делегат. Те, которые, допустим, отхил дают для базы, можно и подписаться на делегат. Почему, собственно, нет? Те, которые этот, то не этот. Они все по-разному, поэтому это не на инициализации будет, это у каждого, точнее, это на инициализации, просто у каждого там в своем классе это происходит. Вот. Ну и у каждого там свой каунтер существует в плане того, что, допустим, мы берем лужу расстелить хотим, да? У нас есть лужа, мы стелим, там лужа, там она замедляет, допустим, когда враги по ней проходят. Она там на 5 ходов. Соответственно, она берет и вот этот вот на этот делегат вешается и отсчитывает, сколько там. Вейв пошел. Минус 1, минус 1, минус 1. Привет. Волк. И классный. Да. Но в любом случае нам надо получить доступ к этому товарищу. Поэтому main.gs мы сейчас его создадим. Сюда запишем runmaster. State. Main game state. Чуть повыше будешь чуть-чуть.
Уже реализовал сетевое взаимодействие. Здрасте. Башенки уже строятся. Отображаются у первого, у второго. Этот самый враги отображаются, идут. Что делаешь? Вопрос локальный или глобальный? Игру создаю. Я отвечу глобальный вопрос. Как на глобальный вопрос. Игру создаю. Так, get state. Он же у нас нифига не... А, не, он у нас это... Game state. Ну, имеется в виду, что лобби у тебя нет. Как пару искать будешь? Сейчас никак. В смысле, вот когда иду до этого, пару искать, ну, как искать? У меня есть модераторы. Вот как-нибудь с ними там, типа, если для тестов каких-нибудь. Но вообще в дальнейшем создаешь этот, и типа поиск. Там вроде Steam предлагает свои услуги условно по вот этому поиску лобби. То есть он такой микросерверок дает, то есть один коннектится. Ну, короче, чтобы массив был игроков, и типа поиск там велся сквозь него. Там вроде есть что-то такое. И что написать просто, типа, find match условно, все, он берет, отсылает к Steam эти данные, типа, мол, послал, Steam ждет, типа, триггер сработал, он отсылает и соединяет их, все. Ну, как бы звучит просто, да, но на деле посмотрим, как это будет происходить. Но сейчас, понятное дело, нету. Если ты о том, что вот менюшка для поиска игрока, конечно, ее еще нет. Зачем она и сейчас? То есть со Steam API будешь взаимодействовать? Да. Шаман, Молодец. я же тебе не рассказывал. Я вызываю функции отрисовки картинок прямо в своем виджете. Теперь я не создаю в нем всякие бордюры, боксы, канвасы и так далее. Да, Dendrakl новый виджет придумал. Свой виджет. Но мы его проверили, то есть, чтобы так чисто... Image виджет придумал. Дейс, ты видел, что с котами происходит? Если, что будет, если написать восклицательный знак cat? Ты не видел? Это самая любимая команда Dendrakl. Вот, там они рандомные. Там 10 штучек есть. Разных. Так, хорошо. Это мы сделали. Надо думать теперь, какую мы руну сделаем. Шаман, он будет рисовать все, что нужно, слоты, оружие, талисманов, брони, и сам будет обрабатывать клики мыши. Нет, ну подожди, там КД, ну куда ты спамишь-то? Что, спам-гидра в тебя вселилась или что? Это чтоб не создавать 50 лишних виджетов в куче. Инициализация есть, я думаю, на метод мне надо просто написать типа как destroy run, и это будет void, может virtual его сразу сделать. В принципе void destroy. Destroy run. Хочу, очень хочу. Его сюда.
Все, да, СКД уже закончилось. Можно. А как там этот самый советовал через Марк из Гарбагия? Марк из Гарбагия. О, Дендеракл опять. Дендеракл, ты, кстати, проиграл. У тебя этот код был. Надо заново отсчитывать теперь. Так, Марк из Гарбагия. Гарбаги есть. И он должен сделать следующее. Это он обращается к... кстати. Джекот Pointer. Кстати. Это я забыл. Что-то я забыл. Вот. На всякий случай. Он берет вот эту компоненту. Молодец. Берет эту компоненту. Если он не это. Не. Нам надо в любом случае его пометить. Та-та-та. Тогда он pointer будет. Перебирать всех. Смотреть на поинтеры. А нам плевать, да, если у нас случайно так получится, ну вот из-за вот этого. Хотя если из-за вот этого вот получится, когда мы проверяем if run as, это тогда из run as мы вызываем метод, никакой мы метод пока не вызываем. С AS мы вызываем метод remove from running. Мы сюда передаем наш pass name и делаем пометку. Если в случае, если вот этот компонент окажется 0 поинтером, то тогда у нас он не удалит оттуда. У нас будет копиться, так сказать, вот эти вот все истории. Все они копиться не будут. У нас просто руна не будет применяться. Новая. Но при каких условиях у нас может исчезнуть? Если он удален. Если он удален, это значит, что-то очень сильное сломалось. Либо уже персонажа нет, ну типа уже конец игры. В таком случае, тогда это вообще не проблема. Типа вариантов, где это будет основной проблемой, их в принципе нет. То есть если нет более глобальных проблем, то нет и этой проблемы. Если есть более глобальная проблема, то есть такая глобальная проблема. Но на всякий случай мы все равно проверяем. Окей. Все. То есть когда закончится жизненный цикл, мы просто Destroy Rune вызываем, и он помечает его как мусор. И удаляет его из этого. Из актор компонента. Все. Есть же. Нам надо теперь создать вообще руну начать создавать какую-нибудь. Increase rune. То есть руны, которые что-то увеличивают, и decrease рун, которые что-то уменьшают. Руны, которые что-то уменьшают. Надо разделить руны на типа свои, не свои, во-первых. На логику, которая относится к своим. То есть себя забафать или себя дебафать. То есть вообще все, что относится к себе, и все, что относится к врагу. То есть которая влияет на врага и на этого. А если руна там и там делает, это третью надо создавать. То есть 3 должно быть. 3 класса это типа self, enemy, rune. Self rune и middle rune, я хрен его знает. Типа такого. А потом уже все остальное делится. То есть и так мы будем понимать, что эта руна влияет только на себя, эта руна влияет только на это, потому что потом там вообще пойдет такая прям бешеная вещь.
Бешеная история. Пойдет прям. О, пойдет как. Бешеная история. Окей. Значит, вот эти 3. Думать, как назвать их. Ну, вообще, давайте сделаем перерыв. Как вам идея? Мне нравится. Давайте. 5-10, максимум 15 минут. Продолжим, окей? Так, продолжим. Безобразие. Киетка тут врывается. С 3-го раза получилось тут туру написать. Привет. Так. Я тут что подумал. Вот эти вот 3 разделения. В чем есть проблема, в чем есть хорошая тема в этом всем. Проблема заключается в том, что у нас будет повторение очень жесткое такое. То есть, если, допустим, increase damage, то есть мы увеличиваем урон, и decrease damage, да? Мы берем и, ну, как бы повторяем, то есть у него те же самые поля, он, в принципе, это делает почти то же самое, то есть там другой знак и к другому обращается всего лишь. И как бы логика будет повторяться, и нам ее надо будет Ctrl-C, Ctrl-V делать. Это если мы сделаем разделение на типа то, что действует на себя, то, что действует на противника, и то, что действует на, ну, то есть там и там. Здесь двойной эффект, то есть, допустим, там себя бафнуть, противника дебафнуть или наоборот. Наоборот, странно, но, ну, допустим, бафнуть чуть-чуть противника и бафнуть сильнее себя. Такого какие-нибудь эффекты. То есть враг получает больше золота за следующую волну, за убийство мобцов. Но вы там отхиливаете свою базу каждую там, это там 2 раунда подряд. Ну, короче, чуть такое, в общем. Вы поняли. Но с увеличением урона и уменьшением урона он вот эту вот фигню, короче, получает. Получается, это вся фигня с тем, что повторение. Но у нас удобство в плане того, что мы четко знаем, что вот это вот точно под вот это вот заточено. То есть, что у него иерархия там происходит, здесь иерархия, там, здесь происходит этот, у нас этот принимает. То есть все понятно, все четко, но повторение. А как можно этого избежать? Это нужно какой-то вводить параметр для всего этого, чтобы он понимал. То есть тоже 3 было, где он работает и там, или не там. То есть где он, короче, делает. И плюс здесь еще дополнительных кучу всяких вещей придется вводить. Типа, допустим, increase тот же damage. Он, понятно, мы типа self вводим, да, там, enum. Допустим, представим, что это enum. Мы вводим то, что это на нас работает. Там, и нам передали. Он на нас работает хорошо. Он применяет его на себя. Все, он по свитчу пошел, применил. Он работает на противника, то есть он его развернул. Но нам все равно 2 их создавать. Ну, как бы в блюпринтах. Просто вот эти вот разные фишки применять. А если общак вот этот, то нам придется отдельное поле создавать под той отдельно. Это так создавать. Короче, не знаю, чисто для как по-программистски, то это нам приводит к тому, что мы вот повторяем вот такие вот вещи. Там, где, допустим, надо какой-нибудь баф-дебаф. Ну, допустим, усиливает башни, там, дает башням плюс 5% скорости, к примеру. И дебаф уменьшает у противника 5% скорости. Как бы одно и то же действие, просто он обращается к разным этим самым, и нам его повторять придется. И таких будет очень много. То есть скорость атаки, там какой-нибудь рейндж, допустим, сделать меньше, больше, дамаг у башен увеличить, мобов сделать сильнее, резисты им какие-то добавить, отнять. То есть вот эту вот всю фигню, и нам ее повторять. Плохо.
Очень плохо. Как же сделать его? Давайте у ГПТ спросим, пусть ГПТ подумает, что он расслабленный. Так, ну допустим, отличный ход мысли, ты сразу смотришь на несколько. Только на снижение дублированной логики, а это то, что отличает слабый дизайн от зрелого. О, как. Алин, какой. Разберем пошагово, есть какие варианты и где ловушки. Какая текущая идея? Ты предлагаешь такую иерархию? Да. Проблема. Урон, минус урон придется реализовать дважды. Да. Потому что контекст разный, логика одинаковая. Это сигнал, что иерархия по типу C создает дублирование. Да. Альтернатива 1. Стратегия плюс единая иерархия рун. Оставь один базовый класс рунбейс, но сделай параметрируемый контекст действия. Через enum. Вот это слово, конечно. Через enum. Короче, он не enum предлагает. Self-enemy boss. Но это то, что я и думал, да. Второй давай. Композиция, а не наследование. Создай систему действия. Рун-эффект. А сами руны это просто контейнеры. Комбинировать эффекты без повторения кода. Например, Euron эффект, Damage Modifier, Heal. Не понял. Не, он не понял. Мне предлагают мне все равно это несколько раз переписывать. Альтернатива 3 редко, но удобно. Шаблон команды. Система рун сложная, требует отмены стеков и таймеров. Можно оформить эффект как команд со стеком вызовов и откатов, но это уже инжиниринг для старта. Я бы выбрал композицию, если проект будет расти. Или target type внутри одного класса, если может быстро и чисто реализовать композицию. Композицию. Что там за композиция? Композиция 2. Не, то, что он предлагает просто-напросто, короче, просто переопределять метод. Но переопределение метода... Чё, как я? Да, нормально. Чё, как ты? Параметры наследования по типу цели ломает принцип единой ответственности.
Через ей нам Эх, придется. мне сегодня такой сон виделся. Сижу О. я с мамой и братом в квартире многоэтажки, смотрим телек. Смотрю в окно, а во дворе паркуется гигантский пассажирский самолет с надувными крыльями. А дальше? Интересно ведь. Паркуется. Да ничего, готовлю вот. О, это хорошо, что готовишь. Defaults. Type. Блин, room type, ну, в принципе-то внести ее не проблема, но да ее можно, в принципе, там хранить, что она только будет пользоваться этой штукой. Мне больше вот что интересно. Мы self, не self. Ну да, через яночки. Ладно, я вот это скопирую. Прописывать. Идем в наш этот рунмастер. И вот здесь так вот. Так вот. Опля. Он задел крылом нашу многоэтажку. Она начала болтаться как резиновая, начала падать и сносить соседние многоэтажки как домино. Че, небось трейлеров этим Battlefield пересмотрел, да? Где все рушится. И все. Кинул в дис. О, кинул в дис. А там вообще сейчас, да? Там вообще балдеж. Проверим. Че это за JPEG скинулся, это самое, а что открылось, чтоб оно не? Я потом открою. Сейчас я не буду открывать файлики. Как А не мы читается? пытались укрыться. Дождались, пока здание упадет, и выбежали, избегая обломков. Пытались укрыться, дождались пока здание. Ну так, все, да, а дальше что? Ну развязка сразу уже, это события, развязка какова? Самолет, надувной самолет, резиновое здание разрушается. Слушайте сны. Так, есть у нас вот это, вот и нам нужно, во-первых, его room target type. Target type, мне нравится название. Self enemy balls. Через U-мета, по-моему, да, у нас идет U-мета там. А когда были в безопасности, мама обнаружила, что потеряла очки. А я заметил, что их топчут какие-то десятилетки. U-мета display name. Display name вот так вот сделаем. Self enemy impulse. Так, и вот так. Enemy impulse. Хорошо. Создали. Нужно теперь сделать его сюда, записать через ее property. С этим самым. Я их поймал, заставил позвонить родителям, чтобы они компенсировали ущерб. С их родоками я договорился. Мама одного попросила привезти ее машину с трассы. Кида. Машину это интересно. Проти. Это не хватает. Рунмастер. Окей. Вот он ее выводит. То есть мы создаем пояснительную такую штучку. Это self enemy balls. Но я подкатил ее машину куда-то на парковку. Вышел, смотрю, а в машине какие-то бандиты. Я начал орать: бандиты. Они сбежали. Так ты же двойчики даешь, конечно, не сбежали. Я бы тоже сбежал. Self enemy balls. From target type.
скрыть. Нам надо теперь создать руны. Какую руны? Смотрю Можно? еще раз. А там владелица машины. Говорит, что у нее пока денег нет, но обещает выплатить. Слушай, ты эту память во что-то направил. Вот сны так помнить, это прям что-то мощное. Спустя либо ты только что проснулся, ты типа сейчас только что... Почему ты не писал до этого? Ты на перерывы, пока я отходил, ты, наверное, поспал, проснулся, типа, и все сразу выдаешь. Иначе я прям не могу представить, как это. РМ... Нам надо класс создать, отнаследоваться от этого товарища. От рунмастера. Мы сразу наследуемся, либо... Да, в принципе, мы потом можем создать чуток-то. Сейчас это самое. Просто создаем напрямую. Вот сейчас damage. Damage. А, вот. Руны будут называться в зависимости от того, на что они влияют. То есть enemy damage rune, tower damage rune и прочие вот такие вот моменты. Я тебе размеренно инфу подаю. Сначала о виджетах, теперь о сне, который был 4 часа назад. Размеренная подача инфы. Четыре часа? 10 это было 10 у меня, но у тебя-то там плюс сколько? Ты там до 11, до 12 спал, что ли? Везучий человек. Так вот, название. То есть на какой стат и у кого он влияет. То есть первое это тавер. Давайте, наверное, рун. То есть это руна. Потом она влияет на что? На тавер. Потом на стат. Damage. То есть она берет и дает всем таверам damage. Но если она дает одному... 30 утра до 12:30. И 30 до 12. Подожди, с 6? А что ты делал до 6? В доту? В дотку гонял? А ну признавайся. А в доте сидел? Было дело? Или нет? Виджет писал. Да. Дота. Там была дота. По-любому. Виджет это как ширма. Виджет, небось, пописал там где-то с 9 до 10 вечера. А все мне остальное снилось, это что в я доте. попал в кишечник кита и за мной гонялись глисты. Тебе не снилось. Мне интересно, всем ли такая дичь снится, или это моя особенность? Всем дичь снится, но вот то, что ты это запоминаешь, прям типа поля подробностей постоянно, вот это что-то странная история какая-то. А может это у меня странное, что я их не особо запоминаю. Так, так вот, у нас пишется рун. Ну давай, где у нас тут рун-мастер? Рун-мастер, а единственное, скорее всего, даже он не будет руном называться. Так вот сделаем R. Ну ладно, давайте полностью напишем, потом будем думать. Рун. На кого он влияет? Первое. На кого он влияет? На что он влияет? На тавера, да? Допустим, damage. Тавер. Тавер. Он влияет на тавер. Потом именно на damage. Тавер. Damage. Рун, тавер, damage. То есть эта руна влияет на этот тавер. Один мой знакомый говорил, что сны вообще не видит. Но сомнологи говорят, что сны видят все, но не все их запоминают. Ну да. Я, кстати, заметил, чем лучше я помню сон, чем более насыщенно помню вот детали, ну я их помню немного, типа это не то, что прям ты запомнил их, а типа ты проснулся и ты помнишь, что было, а потом туда-сюда и все. Так вот, если в момент, как я просыпаюсь, я вот лучше помню сон и больше я их помню, что там разные были сны и прочее, то я больше выспался. Вот как-то так типа работает. А вот если я не помню, что там снилось, это прям вообще прям что-то какая-то шляпа, а не сон.
Также я в названии хотел бы уделить один моментик. Так как... Блин, а как он будет это наоборот понимать до спавна? На выбор. Я вялый, но сон запомнил. Что это значит? У меня также, если много сплю 8 часов, то помню, а как обычно 56 часов, то ничего. Ну, типа такого. Ну, ну как, 5-6. Ну, оно может и 5-6 тоже запомнится. Ну, по-разному. Но в основном, да. Сон запомнил, что это значит. Ты вялый сон. Слушай, я не знаю, как у тебя. Я же сказал, как у меня. Я же не сказал, как у тебя. Но я вот рассказывал уже по поводу того, что вот самые четкие сны и самое офигенно выспаться это под цитрамончик. Вот 2 таблеточки цитрамончика, это самое. И вот там прям все запоминается, там прям чуть ли не, наверное, все сны помнятся. Они помнятся долго, ну, дольше, чем обычно. Максимум деталей и выспавшийся, как бы, вот. Но... Особо так не надо делать, ребята. Не надо злоупотреблять. Вот. Я так делаю только если я ложусь спать и голова начинает болеть сильно. Да, шлеп. Да, спится хорошо. Потому что раньше я так не делал. И ложился спать. И вот это пипец. Это миллион раз просыпаешься, не выспавшийся, потом, короче, голова болит, долго засыпаешь. Ну нафиг. Сразу оп. И все, и жизнь прекрасна. Ну так вот. Rune Tiver Damage. У нас, смотрите, в чем прикол. У нас некоторые механики должны быть, некоторые не всем таверам улучшают или уменьшают, а конкретный, ну, таверу. То есть эти, допустим, увеличат там на немножко, то есть там на 2% с половиной. Потом у нас x2 это будет 5%, потом x2 это 10, 20 и 40. Легендарочка, 40% урона сразу. Бам. Дэм. Да. Можно до 1,5 увеличить, тогда вообще мелочь. А неделю назад мне снился сон, что у меня появилась приемная дочь. Сначала она была как зародыш, и я хранил ее в спичечном коробке. Но на протяжении сна она росла, в конце она была как 5-летний ребенок. Неделю назад. Летние. Так вот, я, кстати, сейчас подумал о проблеме, которая у меня будет, если я буду комбайн делать. Ну вот, когда идем до комбайна, там ее и решим. Она выплывет моментально, эта проблема, она глобальная. Название. У нас есть точечное. И мало того, что у нас есть точечное, у нас есть еще, которая вот это вот для выборки. Target Tiver Point будет, наверное. Я думаю, просто написать all. Типа all. То есть это для всех. Для всех. Для всех. Это работает для всех. Для всех таверов. И там, и там. Потом таргетная будет. Target Tiver. Tiver Target Damage. Она играла в какой-то подземке. Там была куча монстров, как в Dying Light. Я хотел добраться до нее и вытащить, но из-за монстров приходилось сейф скамить. Сейф сками? Это как? Так вот, у нас есть all, у нас есть вот этот вот таргет, и он разные вещи должен делать, блин. Причем таргет мы должны до момента использовать, или просто мы, кстати, его используем, и все, у нас на мышку валяется вот этот таргет. Если мы не в никуда, и вот к нему он рандомный выберется. Если мы его то есть отменить его уже нельзя, все, плай и все, ибо нифиг. Лучше, конечно, Сохранял отменить, себя и можно, загружал. да. Что такого? Сейф, я понял. Ну, короче, не надо так, ты что? Ладно, можно так. Мы не осуждаем такое, мы такое приветствуем, все, одобряем. То есть, еще раз, у нас какое название? Это рун. Можно сократить до R. Рун. Потом тавер мы не сократим. Все, тавер остается. То есть это на что мы влияем? А что, надо было ее оставить? Не, ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот эту вот часть.
Они, кстати, нигде не будут... к ним никто, в принципе, не обращается четко к ним. Поэтому можно, в принципе, и по длине название делать. Ничего страшного такого не... Это самое... Не произойдет. Рун, тавер. Первое, это то, что это руна. Второе, это то, на что она влияет. То, на какое количество она влияет. И то, на какой стат у этих всех она влияет. Вот, чтобы было понятно. Название как вам? Адекватно или неадекватно? Но я еще все думаю, R просто или руни именно. Или просто R. Diver all damage. All damage. Потом какой-нибудь будет, не знаю, half. Типа половина. Или, допустим, он там только для поизонов. Poison. То есть он только поизоны увеличит. Какие-нибудь. Или target. То есть это то, что мы выбираем. Таким образом, мы по неймингу уже понимаем, что она делает. Для начала мы all делаем. Ну да, ну да. Ну да. Ну да. Тавер all damage, все, идет. Подходит. Значит, R, Tiver, All Damage. Руну я, наверное, не буду писать. Сэкономим 3 символа. И вот. И вот. Tiver, All Damage, Tiver этот. Какие минусы в таком нейминге? Ну, то, что, кроме того, что он огромный, может быть. Если мы напишем Target, даже не Target, а Pussycal, допустим, Pussycal Damage. Вот так вот. Pussycal All, кстати, может быть еще. Представляете? Pussycal All. Или Pussycal Target. Добавится типа Target. Вот так вот Pussycal Damage увеличивает. То есть только в длине нейминга и все. А так, в принципе, все понятно. То есть, что именно делает эта руна. А вот насчет увеличения или этот, мы наследуемся от одной и той же руны и даем ей этот самый. То есть у нас может быть, в принципе, одна руна, мы создали, допустим, damage вот этот, который дает. И мы можем увеличивать себе урон и уменьшать также себе урон. Себе, ну в смысле и противнику и это. То есть дешевая руна, но она уменьшит урон и себе, и противнику. Вот. Или увеличит и себе, и противнику даст бонусы. Таким образом. То есть у нас как бы вот один этот создается, и мы уже 3 действия шлепаем, и сразу вот поехали. То есть сразу 3 можно создать, если мы вот так вот делаем. All, допустим. All damage. Просто all. All damage, то... Однако, здрасте. Что это тут за нейминговый ад намечается? Нейминговый ад. Почему ад сразу? Ну. Здрасте. Это я руны создаю. Я думаю, как в нейминг засунуть, чтобы было понятно, что руна делает. То есть первое R это обозначение, что это руна. Тавер это обозначение, на что она влияет. Следующее обозначение all, допустим, это то, что она на все тавера влияет. Ну и damage это на какой именно стат она влияет. Это руна именно. Вот, хотя подожди. По поводу статов. Я что буду делать на каждый этот стат? На каждый стат делать не очень хорошо. У нас есть отдельные статы. Единственное, что это на enemy может быть. А руна у тебя прям такое что-то интерактивное, что надо классы под каждую. Не, под каждую. Ну да, вообще надо под каждую.
Ну, понятно, что, допустим, тот же Damage у моба или Health, у них, в принципе, один и тот же. То есть там не надо будет вот это именно Damage прописывать, а тут просто стат. Вот так вот. Это будет. И там, типа, на все статы влияет. Или на таргет, допустим. То есть таргет. Вот таргет и это вообще разные действия. Потому что таргет нам надо именно выбрать, то есть он вообще другие действия должен сделать. Я понимаю, что это все можно в этот засунуть. Все в Enum, но я как бы не просто так и объекты создавал. Вот как раз таки для вот таких вот вещей. Но стат мы можем указать, на какой стат она влияет. Тут без вопросов. А в чем такая существенная разница между разными типами рун будет, что надо классом делать, а нельзя списком свойств обойтись? Или это больше for fun? Смотри, списком свойств каких ты имеешь в виду? Ну вот у тебя руна, ты юзаешь руну, она влияет, одна руна влияет на башни, а другая руна влияет на врагов. Вот, к примеру, вот две руны. Ты их засунешь только в качестве енама, и список у тебя будет. Потом какая-то руна у тебя что-то делает, дает тебе какие-то денежку. Жаль, что в редакторе нельзя просто выбрать нужную функцию. Жаль, да. Допустим, тебе увеличивает баблишко. Это надо что-то сделать. Руна у меня сейчас это uObject. То есть в ней я описываю, что она будет делать. Какая-то висит, когда бы лужу, допустим, расстелить надо. И все разная логика абсолютно. И изначально, когда придумалось, как делать это будет, было два варианта. Либо я через uObject это делаю. То есть каждая руна свое действие, вот если есть действие какое-то, она его описывает, ну в uObject, короче, все это происходит. Либо же через енамы. Но енамы мне не нравятся только по одной причине, что их сильно много будет. То есть если у нас 20 вариантов действий руны, это 20 енамов. Причем, 20, ну, в смысле, это вот эта лесенка из свеча получится в 20 этих. Причем, что если на часть надо какие-то структуры, мы их все засовываем в одно место, на какую-то надо какие-то енамы дополнительные понадобятся, какие-то таймеры, их мы хендлы эти суем, все это в одном месте находится, все это вот такая вот махина большая, которую потом открываешь, просто... Поэтому, короче, через uObject решено было делать. И вот тут я сейчас думаю с неймингом и думаю, как сделать именно, чтобы было хорошо. Просто этот к таверам обращается, это значит обращается к таверам. Я не хочу... Можно, да, здесь сделать тоже, чтобы он именно enemy тоже делал. То есть вообще таверы убрать. Просто damage сделать. Но тогда опять же енам надо какой-то, чтобы он понимал, кому ему damage давать. Энемисам или этим. Причем он разные вещи должен делать. Дело в том, что вообще разные вещи. Вообще разные вещи он должен сделать. И это прям замечательно. Это прям прекрасно. Это великолепно. Поэтому будет разделение. Я хочу разделение. Короче, ну стат у нас остается стат, так как вот этот damage и прочее, они все находятся в одном месте, короче, они находятся. И поэтому там все очень легко и просто. Мне нужен тавер. Ну-ка, закройся. Вот это вот откройся. Тавер, мастер, тавер, мастер, тавер, мастер. Мастер. Да, вот. Stat Actor Component есть он у нас. И вот к нему мы там обращаемся, и мы все делаем через него. То есть без вопросов. Без вопросов, все изи.
А у меня идея, как это должно выглядеть. Объявляешь function, помечаешь его апропорти. Пишешь функции, которые можно ему назначить, и помечаешь их function. Instanceable. А в редайтере выбираешь. Из списка этих функций. Надо теперь донести это до Тима Суини. Это ты по поводу своего или по поводу моего? Что нельзя выбрать методы, какие выбирают? Это, наверное, по поводу своего. Чтобы выбрать можно было из списка методы вот эти вот. Я, кстати, не знаю, будут ли они в списке там. По поводу твоего. По поводу моего. Они разве будут в списке? Плюс, это же неудобно, ты же не знаешь, какой метод выполняет. Так функцию так можно по имени вызывать. Ну, это по имени. А тут списочек. Так ты должен знать, что именно вызывать. А он имеет в виду в блюпринте, что типа как этот был. Короче, выборка, типа, ну, как список. Вот ты открываешь, да, ну, типа, T-сабклассов делаешь какой-то, открываешь, там список у тебя этих. А тут именно методов таких. Yep. Ну, в общем, мне нравится вот этот вот вариант, который я сделал. Runtimer. All. То есть это относится к All, это относится к таргету. Просто они действительно там очень разные действия делают. Потому что тот, который ко всем, ну ладно, ко всем и к половине, так допустим. Делаешь список именованный, привязываешь к чему хочешь имя и все. Главное идентичные по параметрам функции сделать. А тут список и сразу назначается поинтер, избегая мерзкий посимвольный поиск. Вот, плюс По видишь, иному нет можешь посимвольного список поиска. Видишь, Макс, тут еще нет посимвольного поиска в том случае. Оптимизация, все дела. Ну не, будет вот это вот. Единственный вопрос по поводу вот этих олов. Но это надо еще один нам создавать. Тем более на таргет там вообще другая система. Там надо к указателю привязаться, чтобы мы именно таргет выбирали, проверять какой, проверять, что мы кликнули, не кликнули в этот момент. Там прям совсем Мне другая. кажется, в некоторых случаях парой байтов оптимизации можно пожертвовать ради существенного комфорта. Так в редакторе это наоборот меньше комфорта, потому что представь, что у тебя они разные, ты же не знаешь, Уж лучше что сделать ввести. на каждую руну свой класс с виртуальной функцией, чем посимвольно искать функцию. Это же неудобно. Ты представь, что это у тебя там 30 функций каких-то, да, методов есть. И ты залетаешь в редактор и, ну, типа, Ctrl-C, Ctrl-V их. И у тебя нет никаких этих. Если ты нейминг изменил, то все пошло как бы. А вот там, вот если ты это сделаешь, то все будет работать. Как бы вот. То есть ты выбрал какой-то метод, ты его и даже переименовал, он же должен его подтянуть, по идее. И нихера он не подтянет. Не, ничего не подтянет. Шляпа будет. Зато ошибки не будет. Подожди, нет. Это, короче, то же самое будет. Но вообще я бы сделал enum, а реализация через switch case. У тебя сильно большой этот свич получится, очень большой. Ну, смотря сколько рун ты планируешь. Просто если бы я знал, что у меня их будет 10, окей. А теперь представь, что у них 50, 100, 150, 200, 250. Ну, ты понял. Представляешь этот свич? И как в нем ориентироваться? Это же вообще кайф. Даже если ты просто делаешь, чтобы свич вызывал этот какой-то метод, и метод в другом месте, все равно лесенка. Это просто забей. Лесенка, это ж, ну... А в чем проблема больших свитчей? У фромов вообще есть jump table на 150 енамов. Не, ну это здорово, что у них есть, но я не хочу себе свич на этих самых, на 150 енамов. Проблема в нем в том, что с ним неудобно работать. В этом в нем проблема. 150 енамов. Это тупо неудобно. Вот. Также нужно было бы дополнительное. Вот сейчас мне что сделать? Мне в тимапе там просто проверку сделать, есть ли там этот объект или нет. Он сам отвечает за свою жизненный цикл.
А там у тебя все в одном месте. Это ж наслаивается очень мощно. Ну, у тебя базовый функционал все равно сведется к тегам по типу враг-союзник, радиус точка, парочка опций и набор атрибутов мапа, типа урон, 100, хил, 50. Ну да. Да. Но они разные вещи будут хилить, понимаешь, в чем прикол? Можно сделать руну хил, допустим, которая хилит базу, можно руну сделать, которая хилит, допустим, преграды, которых еще нет. Руну, которая хилит мобов у врага. Бац, отхилить врагов, там чуть-чуть подхилить их. Там, ну, раз там в какой-то промежуток. Это разные вещи. Они вроде хил и хил, но они на разные штуки цепляются. И здесь-то ты обозначил им, что они тут цепляются. И можно сделать разную математику на них. А там вот начинается Так вот эта ты мудрежка. легко делаешь тегом. Ну вот теги везде вводить. Да. Смысл не в том, что легко, нелегко. Ты вот это вот везде начинаешь вот эти вот теги, все в тегах. Все в тегах. А здесь все четко идет туда, куда надо. И нет такого, что где-то что-то какой-то тег пропущено. Плюс теги тегами, но ты будешь к разным вещам обращаться, которые не под тегами. Соответственно, минус оптимизация в плане... Ну, типа, у тебя 20 акторов, 10 из них тебе всего лишь надо. Соответственно, тебе надо всех перебрать и узнать, есть ли у них теги. А потом залетать на одного актора, у которого есть. Соответственно, что правильно? Все остальные 19 тоже проверяются. И у всех проверка постоянная. Бесконечная просто проверка на теги. Ну если прям совсем разная логика нужна, да, но я бы сделал базовый функционал в основной руне, как я выше написал, а все уже специфику выносить в отдельный класс, когда прям никак иначе. А у меня как? У меня есть Virtual Void, инициализация. Она там, ну сейчас она там просто назначает эти. Я там, ну, не знаю еще, что у меня они будут делать. А дальше на инициализации эти переопределяют этот Virtual Void, делают на инициализацию, вешают супер и продолжают свое делать. РТ. Ну просто функционал типа Damage Roll звучит как база. Ну, Damage Roll это потому, что я думал, как назвать. Так он будет All Stat. Он влияет на все статы. Ну, точнее, на статы всех таверов. Вот этот вот. Конкретно руна. Она влияет на все статы. А дальше мы уже указываем, на какой стат она именно влияет. И влияет ли только на себя, либо только на врага. И вот опять же, я вот сделал вот это. То есть там надо как-то какой-то тоже enum, который increase-decrease себя принимает. То есть он будет либо увеличение, либо уменьшение. Либо мы руну именно делаем, которая уменьшение. Не, мы руну отдельную не делаем. Ну, в смысле, блюпринтовую вот эту руну. То есть нам нужен еще параметр increase-decrease. То есть именно что является чем. Потому что у нас есть еще такое понятие, как для двоих. То есть, а для двоих он может что-то increase, что-то декриснуть. Ну да, вот сейчас минус 50, да, Так это типа есть либо история. 50, либо 50. Да, либо 50, либо 50. Это понятно, да. Тут затуплено, тут, да. Ты передаешь минус 50. И жизнь прекрасна, но... А что ты, если в минус 50%? Как ты процент передашь минус 50? Надо 50% отнять. Ну, значение минус 50 передал. В самой логике, типа, отлавливать вот этот минус 50. Это что-то минус. 50 тысяч, ну, как... А какая разница? Логику просто делай. Я проценты вообще передаю как 0.5. Не, ну 0.5 это понятно, но у тебя отрицательная. Ну, минус 0.5.
как ты определяешь, что надо отнять эти проценты? Ну, понятно, что можно там просто if сделать, типа, меньше, больше нуля. И все. Но мне что-то кажется, что я туплю и не вижу очевидного. Ну верю 0.5 и верю на 1.5. Ну, ты умножил на 0.5, ну, ты получал 50%. Ну, ты 50%, ну, ты же не знаешь, тебе надо их отнять или тебе надо добавить вот эти 50%. У тебя увеличение идет или уменьшение на 50%. Тебе же надо вот это вот определение сделать. Смотри, 100 0.5 50, 101.5 1150. Да. Но ты же не знаешь вот это вот тебе... А, ты... Я просто понял. Я просто понял, о чем ты. В смысле, если тебе надо увеличение, ты просто передаешь... Тяжело. Да. Тяжело. Ты просто передаешь, типа, больше единички, и тогда, когда умножаешь, он получает больше сразу историю. Я понял. Я же говорю, что я туплю, что-то не вижу очевидно. Вот, без вопросов. Без вопросов. Стат. Я просто думаю, не числовые значения передавать, а проценты. То есть все у нас будет в процентах. А это хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Ну, это, наверное, хорошо. Ну, с точки зрения того, что мне меньше геморроя. Наверное, это не точно. Ну, потому что я один раз написал вот эти все формулы, все работает. Я потом просто указываю всякие вот эти параметры, ну, там чуть меньше делаю, больше, и все. Работает. Единственное, что там чуть-чуть я сделал меньше, кажется, там 1% отнял, а там такая цифра потом отнимется. У меня вот есть модификатор, там enum статов и value, типа map alt, 40, freedom, 50 и так далее, а проценты как отдельные свойства, по типу alt%. Что за отдельные свойства? А, типа те, которые сверху наваливают всякие. Там, и потом вот это вычисление, всякие все дела, и от них берешь. Или что? Fire damage, health минус... А, я понял. Health минус damage, fire Да. damage. Что-то сам, окей. Ну да, проценты будем использовать, все. По поводу all stat понятно, то есть тавер будет брать именно, то есть оно, да, там будет повторяться, то есть там единственное, что разница будет, это то, что тавер будет обращаться ко всем таверам, а этот будет обращаться ко всем не таверам, ко всем NMES-ам. Только не ко всем NMES-ам, нет, там не будет ни хера повторяться, потому что NMES-ы, они-то спавнятся, то есть это он должен будет закинуть, у нас должен будет быть какой-то, короче, какие-то вот эти вот пачка статов, она должна быть в геймстейте, что геймстейт спавнит этих мопцов, и когда он их спавнит и инициализирует им данные вот эти вот, он сверху докидывает вот этот стат, туда им передают этот стат. А вот эта руна, она как раз таки берет и, ну, либо добавляет что-то к этому стату, либо отнимает. То есть у нас вот эти проценты, они там добавляются. А вот enemy, когда инициализируется, он их уже применяет. И вот так вот у нас получится, что мы туда просто накидываем эти проценты, там 0,5, 0,7 сверху, там и прочее. Накидываем.
И там, допустим, у нас уменьшение вот залетело 0,5. И увеличение 1,5 накинулось. И что у нас получится 2? И что у нас при таком раскладе у нас получится 2? При вот этой формуле, когда мы умножаем. У нас 2 получится. И что это такое? Один накинул уменьшение, другой... Это если ты просуммируешь и тогда умножишь. Ну это да. Это да. А если последовательно нет? Ну, если последовательно, нет. Но тут в чем смысл, что если не последовательно, то тебе надо, значит, массив вот этих вот данных хранить. То есть у тебя закидывается эффект 1, то есть который дает, допустим, к этому, их по-любому в массиве хранить. Да. В любом случае в массиве хранить. Ну да. Ага. Ну тогда их в массиве надо будет хранить. То есть к хп, то есть один на хп повлиял, там 0,5 дал. То есть мы вначале умножили, применили этот хп 0,5 к нему. Потом по второму идем, второе выполняем условие, тоже применили. Третье, четвертое, пятое, вот это вот сделали, все. И все. Ну, в общем, R-Tower All Stat. Все, то есть... Тут, конечно, путаница Get All Tower. Давайте All мы перенесем, то есть мы в начале. Потому что All Stats как будто бы все статы повышает. А вот All Tower говорит о том, что мы на все тавера влияем. Поэтому в начале Target Tower Stat, то есть в начале у нас идет то, что это руна, потом у нас идет на то, на сколько она влияет, там условно на всех, на половину, на таргет какой-нибудь, там на 3, что-нибудь такое. А потом... Райхард Геймдейв — это когда 15 минут думаешь над названием класса. Привет. Типа того, привет. А почему этот функционал не держать в базовой руне? Так ты просто делаешь теги удобные для себя. Те, которые будут отвечать за то один или все. Потом будет делить на своих чужих и потом еще делить по типам. Например, разные типы вышек будут иметь свои. Что значит по тегам делить? Ну, типа тег, который ты ему указал. Но тогда можно просто енам шлепнуть и опять держать это в свече. Плюс там логика. Но, короче, понимаешь, в чем прикол? Если я уже ухожу туда, то нахера я вообще уходил? Можно было сидеть на свече изначально большом. Все. Вот это вот история. Просто тут именно что удобно, ты руну создаешь, вот ты когда новую руну создаешь, вот новую руну, ты наследуешься в БП от этой руны. Ну, то есть ты R вбиваешь и смотришь, ага, какие я тут руны могу создать. И ты такой, ага, вот тут есть сразу по названию. Ты понял, что вот это вот All Tower, бла-бла-бла. Ну, правда, там тоже ты открываешь, там параметры вводишь. А тот же так ты не понимаешь, что это какой таг ввести у тебя. Вот так, это просто F-name у тебя висит. Чего в этот F-name писать? Вот непонятно, что туда писать. Плюс это все остальные должны таги там получить. В том плане, что добавление убирания свойств определенных врагов вышек это слишком базовая логика. А вот когда надо прям что-то сложное, типа уже это уже логика кастомная. Тут да, но я же говорю, что вот этот all, это тогда уже просто енам вводится в самый базовый вот этот мастер. Где у тебя есть all, target и прочее. Вот эта вся история. Но описание тогда этого будет... А теги для разделения врагов и вышек по категориям и так надо бы сделать. Разделение врагов вышек по категориям. Что значит теги для разделения врагов или вышек? Просто тебе же надо будет искать их потом, поэтому. А тут я не собираюсь искать, я собираюсь просто напрямую пойти. И все, полетел. И вот опять все сводится к тому, что все будет, блин, в одном месте находиться. Ну, all это привет енам. Вот этот all target. Пока у меня all target, я больше не знаю, half еще можно добавить. То есть это буквально вот этот вот енам. У тебя вышка не может иметь разные свойства. Ну, типа средняя атака, лед, редкость некая.
Ну и барсута по этим тегам. Средняя атака, лед. Но лед она имеет свойства. Она может быть ледяной, огненной и так далее. Редкость. У меня есть там параметр, который отвечает за ее левел, типа. Но пока он не оказывает влияния. Короче, пока это только на короче, теги там ни туда, ни сюда. Потому что по тегам, это что такое по тегам ты предлагаешь? Ты предлагаешь мне всех акторов брать и по тегам пробегаться, что ли? Потом сравнивать свои, не свои, так зачем? Я иду сразу в player state, который у меня есть, там у меня все хранится. А вот если в чужой, там, конечно, придется немножко попотеть, подумать. Но, в общем, all, half и target. Half и target. Принимается. Как назовем? Как мы назовем этого товарища? Как, ну, слово там красивое есть, типа... Не радиус, не дистанция, а типа, что вот он все охват. Вот. Рун, охват. Как будет охват. Но тебя все равно же надо как-то фильтровать вышки врагов, и у них будет только одна категория. Я в том плане, что если это Янома, надо будет каждое поле отдельно проверять, а теги разом все. АУЕ, нет, охват как будет. АУЕ это понятно, но охват как будет охват? Охват. Не надо, охват. 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 Каверагия. Вот мне нравится каверагия. Рун каверагия. То есть это будет. По поводу... Надо фильтровать вышки врагов. У них будет только одна категория. Что если Янамы надо будет... Не, у них Янамов не будет. У них будут разные классы. Что они по-разному влияют. Они кардинально по-разному влияют. Они вообще по-разному влияют. Они ой как по-разному влияют. Вышки надо подумать, как будем удалять их. Приплюсовывать данные вот эти вот. Подумаем. Писать. Делать. Ну что-нибудь придумаем. Руника Верагия. Молодец. А вот этот все, это точно я оставляю уже. А этот я не добавил стоять. Сюда имеется в виду его. Rage. Пол мы убираем. Значит, мы оставляем тавер и говорим, на что он влияет на стат. Потому что может не только на стат влиять у тавера, а он может таверу, допустим, отключать его вообще. Поэтому эта руна именно влияет на стат. Все, рун тавер стат. Есть контактор у нас. Рун тавер стат. Таверстат. И погнали создавать его. Все. Ну, в плане того, что реализовывать взаимодействие все. Макс, а у тебя не это самое получается? Не онлайновая это самая игра твоя? Соло? То есть у тебя там тимапы используются. Тимапы это ж не... Без репликации все дела.
У меня тмап реаплицируется, разбиваясь на массивы, но, конечно, урезал до минимума. Я вот бафы вообще на сервере держу как объекты, а клиенту шлю урезанные структуры. Разбиваясь на массивы, это как? Это что за... это что за инновации? Сейчас, секунду я. Отдельно ключи, отдельно велью. Это как? А в чем смысл тогда? Ну, понятно, что там, чтобы быстрее... Это норм, ведь клиенту весь функционал бафа знать не надо. Ключи отдельно вылью. А как ты их хранишь? Они-то где-то должны храниться. Как ты их хранишь? Или он у тебя статический, тема, ну, условно, 10 элементов там. И ты просто их заранее там написал? Тогда окей. А если нет, тогда что-то какая-то прям жесть. Непонятная. Непонятно. А где он? Вот он. Так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Virtual Void. Так, когда статичный, то и не нужно слать было бы ключи, а тут просто когда надо разбиваю на ключи и значения, их индексы будут совпадать, и их уже шлю. Каждый класс является А. статическим мапом, ведь ты обращаешься к нужным данным сразу по полю. Так, я ничего не понял, вы меня не поняли. Я имею в виду статические данные, имеется в виду... А, ну да. Ключи, все, правильно меня поняли. На ключи значения, их индексы будут совпадать. Короче, пробегаешься по этому штуке, да? И нет. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Тултип, уходи. Рунбар виджет, рунбаттон виджет, рунбар виджет, рунбар виджет, рунмастер, вот он. Ок. Ок. Оверрайт. Оверрайт, хорошо. It. Оверрайт. Супер. Рунидей. Пасный. Main PS. Рун. Все есть. Ну, там все эти параметры назначит. Эти. А, это мы уже убрали, все хорошо. Окей, окей. Нам нужны еще параметры дополнительные. Привет. Нам нужны еще параметры дополнительные. Подвигаю сами. Не хочу. Init
Нам надо дополнительные параметры. Параметры. Произошло. У тебя какой-то фетиш на усы, да? Так. New property. Int 32 это как минимум этот wave, ну то есть какое количество волн он должен пройти. Они просто весь кадр занимают и сразу бросаются в глаза. Но окей. Хорошо. Edit. Ну, блин, у них тоже, да, вот этот вот. Ну и можно общего родителя назначить, потому что у них будет общее. Вот этот тавер и этот просто общего родителя им дать. Общего родителя им дать. Все. А имеет смысл вообще абстрактно класс создавать? Ну, то есть, чтобы он был абстракт. По-моему, сюда, да, у нас записывается абстракт, типа. Абстракт, да. Ну, какую-то пользу, кроме того, что вот мы не сможем от него наследовать, чтобы его никто не отнаследовался от него случайно. Вот кроме вот этого. Есть какой-то смысл вообще? Так, 32 wave. А потом будем создавать, перенесем в этот. Ты хочешь сам себя застраховать? Да-да-да. Значит, типа такого. Не, вообще просто интересно вот стало. Я так подумал, нам рунмастер вообще нафиг не нужен будет. Мы его не создаем. И родителя вот этой руны, которая сейчас у нас тавер, и будет там еще и этот. Как его? Для enemy. Условно, потому что у них повторяется вот этот wave. У них повторяется, сейчас будет value, который они делают. Wave, кстати, не так пишется, но неважно. Это вове какую-то написал. Короче, в общем, у них повторяются эти штуки, и как-то, ну, надо их в общак. Ну, если бы ты тут реализовал базовые функционы применения бафов, его можно было бы юзать, а тогда... Ничего не понял. Ты меня запутал. Я спрашиваю про абстракт, имеет ли смысл, а ты мне, если бы ты тут реализовал базовый функционал применения баф, его можно было бы юзать, а тогда. И что значит базовый функционал использования руны? Базовый функционал использования руны — это вот этот init run. Как только мы нажимаем init run, точнее мы уже вызываем init run, как только мы это вызываем, рун начинает действовать. Вот ее базовый функционал. Мой кореш вообще имя героя из Доты написал Вюя. Нормально. Спать хочу. Утомили вы меня. Забей. Я к тому, что если бы здесь была общая логика, для которой не надо было бы наследовать все, что я предлагал, но ты не одобрил, а так можно делать абстракты все. Ну вот, абстракты, все. Жизнь прекрасна. Все, я забил. Вот первое забей, все, я доволен. Все, забей, я забил.
Но это не тут, это будет, мы потом создадим общий класс, мы еще одного класса и потом перенаследуемся. Валуя value percent value percent будет плод, а все это потому что вот так. О, РТС, кстати, прикольно получилась категория РТС. Wave есть, но Wave не просто Wave, надо как написать, что это типа, мол, жизненный цикл, сколько волн оно живет. Вот. Но не все живет, как бы, этот самый, поэтому не все живет какое-то количество времени. Он будет смотреть. Либо один сделать его просто-напросто. Везде писать один. А тем более то, что не живет, все там не важно, что мы напишем, потому что там логика сама будет wave start, оно что-то делает, и потом сразу и удаляется. Оно дальше не запускает таймер. Никакой. Но в данном случае, так как wave time, нам надо еще таймер handle. Где куда? Какой-то там. Таймер hand. А как назвать поле, которое жизненный цикл? Как будет жизненный цикл? Есть какое-то одно красивое слово? Я хочу красивое слово. Life cycle. Life cycle, я так знаю, что ты мне подсказываешь. Лефитими. Life. Но это ж не тайм. И life cycle. Все-таки. Только wave добавить. Life cycle. Wave cycle. Или life cycle wave. Wave. Лиф и Стиллер. Life. Жизненный цикл волны. Урброс. Вы просто, да, сейчас рандом пошел. Чисто вот. Йормангант. Ну, а на что ты надеялся после откидывания самых очевидных вариантов? Не, ну оно так-то оно так, но, блин, на что я надеялся? На что-то такое прям вах. Я такое увидел и влюбился. Ну. А что если Life Cycle Ways? Life Cycle вовес. Как вам? Вовес, во-первых. А во-вторых, Life Cycle вовес. Понятно или ничего не понятно?
Я понимаю, что жизненный цикл волн, если дословно. Но тут не к волнам, ну, оно никак не идет. Ну, то есть это не жизненный цикл волн. Короче, остаются какие варианты у ГПТ спросить. Все, ГПТ. Lifetime waves. Lifetime in waves. Remaining waves. Wave lifetime. Waves to live. Wave duration. Wave age. Lifetime in waves. Ну, подожди. Я помню, что предлагал Макс, это lifetime. Но без in waves. Вот in waves это важно. Lifetime in waves. Как он так вот? По-моему, оно. Ну, не совсем, чуть-чуть не добирает до оно. Может, даже не чуть-чуть. По-моему, оно. Lifetime in waves. Да, мы его возьмем. Lifetime in waves. Все. Будет оно. Всё. Макс выиграл, получается. Все. Он предложил lifetime. Все. Value percent есть. Таймер мы сделали. Все. Сколько ты проживешь в волнах? Но я так и не понял, что ты хотел именно видеть в этом названии. Я хотел видеть название, типа, что жизненный цикл объекта, измеряющийся в волнах. Вот. То есть вот это вот поле, оно обозначает жизненный цикл объекта, который в свою очередь измеряется в волнах, а не там в секундах или в какой-то фигне. Вот. Так, значит, вот это вот мы убираем, потому что мы его сейчас будем применять здесь. Main.gs. И из Main.gs мы достаем наш... Все, что нам надо, то мы достаем оттуда. Main.gs. Сюда. Main.gs. Main.gs. Из него мы должны достать и подвязаться к вот этому делегату. OnWave Start. Main.gs. Мы подвязываемся к этому делегату. Object. This Stat. У нас еще и нам должен быть, на какой он стат влияет, потому что он-то не знает, на какой он стат влияет, правильно? Void start. Wave start. Угу. Wave start. Так. Wave story на виде строй типа. Wave story move.
За wave story move, не понял. А, типа, сколько волн до уничтожения. Типа, с этой стороны зайти. Wave story move. Не. Не. Lifetime пока пусть будет. И оно подходит, но мне что-то не нравится. Сильно какой-то wave story move. Оно смысл передает, но оно не обозначает жизненный цикл. То есть оно как бы по смыслу это понятно, если ты цепочку строишь, а если ты цепочку не строишь, непонятно. Ну, короче, на уровне с вот этим вот. Ну, как по мне. С этим lifetime and ways. Вот если бы не было lifetime and ways, я бы шлепнул вот так. Так, wave... что он там принимает в себя? Const F5 data. Wave data. А самое интересное, ну нафиг не надо. Самое интересное, что ему эти параметры не нужны в данном случае. Скажу, что мы их по ссылке передаем. Wave start. Wave start. И сюда нам надо структурку-то эту включить. Wave data. Также нам надо еще подключить одну вещь. Я думаю, ты выше пойдешь. Enums stat. Stat name, ну, на который стат он влияет. Так, это мы подвязались к делегату, но есть маленький нюанс в том, что сам эффект он должен оказать туда его закинуть. По всем башенкам пройтись, запустить таймер здесь. Так, как там было? Ctrl. Выделяем Ctrl этот и Declaration. Он сюда полетел. Фу, епта, у меня уже есть такой метод. А что ты мне его там создал? А нафига он меня сюда перебросил? Я ж нажал этот Create Definition. Create Declaration. Change Signature Function. Засранец. А при чем здесь вообще другой класс? Интересно, ладно. Сами напишем. Напишем, окей. Точка запятой стоит. Молодец. Это молодец. Молодец, что там точка с запятой. Что же он делает? Он вот этот вот int уменьшает на единичку и все. Он делает вот так. Минус. If lifetime меньше либо равно 0. Вот, то тогда get world. Get timer manager. Clear timer. Run. Timer handler. И дополнительно destroy run. Наш метод запускаем у первого нашего сознательного родителя. Чего?
не совсем все. Ему надо отнять еще эти. Тут, наверное, надо немножко не так. Надо не на этот делегат повеситься, а надо повеситься на делегат немножко другой. В PS есть... В PS есть вот этот Enemy Death, и в конце концов он вызывает Enemies Empty. Вот тут вот передает Enemies Empty. Говорит, что все, типа враги закончились. И Enemies Empty, в свою очередь, тут всякие дела делает. То есть это говорит о том, что волна закончилась. Wave End. Нам бы привязаться на Wave End и отключить его Wave End, потому что немножко тупняк получится. Что у нас, допустим, имеется виджет, который отображает текущее действие, ну, рун. То есть какие руны действуют сейчас. И у нас он как бы будет висеть до начала следующей волны. То есть там будет висеть, что там 0. Ну, типа, остался один заряд, начинается волна, он делает -1, и типа, все. Не подходит. А нам надо, соответственно, в конце волны. То есть мы его юзаем. И он отнимает, то есть получается, что если осталась еще одна волна, одну волну отжил. Ну, все логично. То есть у него 5, он, получается, стартует его волна, первую волну он отжил, вторую волну он отжил, третью волну он отжил, четвертую отжил, удалился, все. Поэтому вот тут, где все это начинается, нам нужно сделать еще один делегат. Main GS. Game state этот. On wave end. И пока он из себя ничего не принимает. Он просто обычный, супер обычный. Вот лишние данные дополнительно перелетают туда-сюда. Вот он новые руны здесь дает. И вот тут вот делаем. Подожди, а в чем смысл? Зачем делать тру, а потом ретурн и пробираться по всему? Потому что... потому что он всему должен... Он все должен пройти. Но если один хотя бы словил, то тогда ретурн. Ну да, не надо трогать. Он... Бродкаст. Бродкаст. Вот, и этот подвязался. Все хорошо у нас. Но теперь у нас все работает. То есть он очистит его как раз под конец руны. Но помимо того, что чистит, он же должен еще кое-что выполнить. Помимо вот этих вот. То есть вот тут вот. Он должен будет забраться в те же статы, которые он забирался. И как бы сделать их меньше, больше, больше, меньше. Вот. Это вопрос, как это все будет устроено. К примеру, можно сделать, что вот, допустим, у нас есть вот эти два делегата, когда он стартует, да, и когда он заканчивается. У нас мы можем вообще всех туда подвязать. Все его слушали, и когда мы стартуем, каждый, кому надо, ну, в данном случае башенки, у них там будет это работать. Каждая башенка просто берет, обращается к своим вот этому хранилищу, в котором дополнительно если делает математику, пересчитывает его постоянно. А мы всего лишь меняем вот эту вот, дополнительно накидываем вот эти вот проценты в этот массивчик.
Постоянно накидываем, 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 накидываем и накидываем. Он его меняет. Вот. Блин, это постоянные пересчеты делать. И это, конечно, там копеечные, но все же, это же постоянно пересчет, пересчет и пересчет будет происходить. И также, помимо того, что пересчет в начале, нам надо будет потом делать еще и в конце, то есть возвращать его в обратку. Бац, вернули в обратку его. А потом опять добавили. Что туда-сюда дрочка какая-то. Надо подумать, как именно мы будем статы делать, добавлять. То есть взаимодействовать со статами. Как именно менять так, чтобы они постоянно именно добавлялись, отнимались. Скорее всего, так как у нас массив вот этих вот будет плюс-минус, у нас должно быть текущее значение, это этот, и базовое его значение. Базовое его значение как раз таки в дата ассете находится. То есть это у нас есть доступ к дата ассету, там будет точнее. Ну, мы это закидываем туда, а Тавер уже сам понимает, что и как. У него есть доступ к базовым значениям. Он достает свое базовое значение и просто-напросто от него отсчитывает. И если мы запустили там вот этот вот инкриз-декрисы всякие. Блин, опять инкрисы-декрисы. А как мы сделаем с этими нулями? Просто в чем смысл? У нас, допустим, есть один вот этот вот 1,5, да, который, другой есть 0,5. Вот мы взяли 0,5 от 100, да, мы получили 50 этих. Все, он стал 50. Потом-то мы процент тоже должны взять от стандартного, а не от текущего. 1,5 мы получили 150. А там 50. Что мы с этим делаем? Должны добавить, получится 200. Это та же самая история. А должно получиться... А сколько должно получиться? Там даже... Там вообще по-другому должно быть. Вообще по-другому. Потому что то именно уменьшение, а то увеличение. То есть он отнимает, а там получается, если 1,5, то есть 150, то плюс, ну вот и будет, да, будет как раз таки, да, все правильно будет. Ну да. Если мы закидываем, это 150, это увеличение на 150. А 0,5 это будет как раз таки на уменьшение. Ну да, он складывается, тогда и получится, что будет 200 хп. Ну а если 2 на уменьшение, 50 и 50. Получится 100. 2 уменьшения на 50 и 50 получится 100. Матика сломалась. Матика сломалась. Немножко не так. Все не так, все не так. Все не так, все не так. У нас хранится в этом проценты хранятся, да? Ну тут и начинается, что непонятно, кто из как. А вот если инкрисы и декрисы, сразу понятно становится. Все, мы просто берем 50, мы отнимаем от него, там берем 50, мы добавляем его. И как бы он нивелируется, и все понятно. А тут мне что-то непонятно, я что-то запутался. А если они по очереди... А я не хочу делать, потому что по очереди. Я хочу, чтобы они от базового работали. Все они на базовые влияли.
То есть получается, что вот у нас первый залетает 50%. Просто если по очереди, в чем получится прикол? Первый залетел, допустим, враг юзнул. Первый дебаф у нас минус 50% идет. Мы пишем вот эти 0,5, у нас 50 получается хп, да? У врагов. А мы юзнули, чтобы наоборот... Ну там наоборот, враг, неважно, короче, мы юзнули, допустим, плюс 50. Но у нас он второй получается. Он возьмет этот, получит 75 хп. А должно получиться 150 хп. Как бы. Мы ожидаем. Но вот и получается, что 75 получится, он от того возьмет. А если вот эти плюс-минус, то получится 100 хп как раз таки. Потому что он его нивелирует. То есть он буквально его нивелирует. Тогда у нас все работает. А если по очереди, тут как повезет, во-первых, потому что там каждый ход, каждый юзает. И как он их там, кто быстрее, условно, вот это вот. Мне не нравится. Ну, ГПТ. Дай мне идею какую. Ух, я так там намудрил, он вообще сейчас офигеет. Отличный вопрос. Слушай, ты задолбался этим отличным. Ничего. Если параметр процентное значение относительно базового значения, по сути, тебе нужно знать знак, но не хранить лишний increase-decrease. Значение плюс-минус уменьшить на 15. И при применении эффекта считать коэффициент так. Float modifier 1 плюс процент value, деленное на 100. Но нужно помнить, что если percent value отрицательный, множитель станет меньше единицы. Вот так вот, то есть он предлагает делать. То есть modifier у нас единица плюс вот это вот значение, которое мы ввели, деленное на 100. Можно, кстати, его не делить на 100. Но если вводить вот это тут 0,0 там и 1, 2 и 3 и так далее. Еще плюс я хочу изменить percent value написать. Подумал percent value. Молодец. Да, я твою душу любил. То есть мы берем, делим его, и жизнь прекрасна. Но можно и опять же не делить, да, и еще использовать 0 или там 1,5 и так далее. Но если минус 1,5, то есть отрицательный множитель станет меньше единицы. Нормализованный.
дельта. Мне предлагает дельта, во-первых, его назвать, чтобы не было проблем. Percent дельта, разница. Дельта value. Давай дельта хочу. Дельта. Дельта value. Вот так будет. По поводу процентов он еще тут пишет, что, мол, типа, не очень интуитивно, когда 1.25. Но это то, что я пытался всегда доказать. Вот и ГПТ как бы об этом говорит. Но когда заполняешь таблички, это не очень понятно. Поэтому будем использовать этот. Мне вот интересно, а что действительно будет, если он отрицательный? Ну, получится меньше. Или не получится меньше? Минус. Если мы используем минус 10. Минус 10 мы делим на 100. Минус 10. Минус 0,10. Получится 1. Ну, короче, больше 100% просто не вылетаем и все. Тогда все окей. Кстати, уменьшение урона, оно же будет это самое, как его. Тоже больше 100 сможем вылететь. Но он отключит просто урон, отрицательный урон. Там надо клэмп сделать какой-нибудь в нанесении урона. Чтобы он был. Это, кстати, прикольная тема. То, что можно достичь 100% того, что вообще уничтожить урон, да, чтобы башня, допустим, не наносила урон. То есть бафами разными, дебафами. Там как-то там что-то сделать. Ну, допустим, есть же руна, которая и себе, и врагу это сделает, да? Вот этот вот эффект. А есть руна, которая сделает только себе. Точнее, только врагу. И это как бы две разные руны. То есть, но, допустим, 50% там, 50% там. У врага вообще башня встала, а у тебя только 50%. Когда вот это? Увлечение надо. Ну, в общем, мне нравится вот то, что вот этот вот ГПТ написал. А написал он следующее, что мы формула. Все простая формула. Это типа, мол, float modifier есть. Модифиер, он говорит, что 1.0 плюс вот этот percent delta value. Value просто делим на 100. Эстатный может поднять на одну строку. Что такое раздражает? Это что, и 32, да, и 8. Вот этот вот он типа берет формула Defier. Ну, стандартная типа история, и он получается, что именно мы умножаем его на нашу базу. Умножаем на нашу базу. И добавляем. Что значит добавляем? А мы все добавляем. Блин, это же никак не повлияет. Соответственно, значит, вот эти модифайеры мы должны будем. Тоже тут все складывать не получится вообще никак. У вас модифайер должен быть типа вообще отрицательный. Так-то. Но работает только на одном. Ну, то есть, когда мы сразу один применяем, а все остальное. А как мы сделаем? Так мы проценты соберем. В чем прикол? Зачем нам постоянно эту формулу все пересчитывать? Мы проценты все соберем и все. То есть у нас есть вот эти все проценты, мы их собираем, а потом сюда их засовываем и просто применяем. Все. Вопрос-то решенный. У нас-то они все плюсы и минусы идут. Все. То есть мы записываем вот этот, условно, какой-нибудь массив с процентами. Полетел. Красавчик.
А даже не надо, подожди. А даже не надо так делать. Или надо? Или не надо? Или надо? Подожди. У нас есть базовые параметры. Так вот, по поводу Динамо. Я что-то не помню. Бесит то, что там юнит этот. Пожалуйста, подниму. Пу-пу-пу. Подниму. Так вот, у нас есть базовая. У нас есть не базовая. Если мы... Ну, текущая типа. Если мы добавляем, то мы применяем эту формулу просто сразу к базовому, да? Вот тут вот, и умножить на базовую. И умножить base. Base value вот такую вот фишку сделаем. Что он так не... Base value, да? Мы это делаем и просто-напросто добавляем. А вот тут мы делаем то же самое, только отнимаем. Ну, понятно, что мы запишем результат. Типа, в чем прикол, правильно? А, не, подожди, если он на каждый влияет, нам все равно пересчитать заново надо будет. Мы берем и отнимаем, все. Тут добавили, тут отняли. То есть начало добавили, конец отняли, все. Это значение. И все работает. Гениально. Гениально. Удивительно, правда? Удивительно, правда? Правда. Ну да. Но эта формула не здесь будет, она будет, может, и здесь. А может и здесь, кстати. Просто он сейчас... Хотя не обязательно. Не обязательно он здесь. Ну да, на enemy там не так влияние идет, потому что enemy спавнится. Они уже спавнятся с этими статами уже примененными. Но еще до спавна должно посчитаться. И оно один раз считается для всех enemy сразу. Ну, для всех. Имеется в виду, что... Кстати, enemy там надо переделать. Они сейчас у нас спавнятся каждый этот. Он уже должен вначале пачку собрать, а потом уже... Он уже пачку собрать. Ну, в общем, там для каждого это должен посчитать. Они же разные, но это сейчас они одинаковые. И должен быть наборчик. Send delta value. Ну да. Слушайте, наверное, мы на сегодня закончим. И завтра уже продолжим вот эту вот всю историю с добавлением. Сделаем, чтобы он влиял и на тавера, и на эти... Как их? На enemy. Но с enemy там чуть посложнее будет, потому что там надо будет иную фишку делать, короче. Вот я же поэтому и говорю, они по-разному влияют. То есть оно кажется, что и тот меняет стат, типа, мол, а в чем прикол? А вот в том-то и прикол, что тот напрямую обращается к объектам, которые уже есть, а тот обращается к геймстейту, и там меняет стат, который уже потом влияет на эти самые. То есть, ну, понятно, что и тот просто, типа, можно было бы сделать какой-нибудь интерфейсики, что-то сделать. Намудрить можно было бы, но я хочу разрозненность какую-то.
И общего наследника надо, точнее, родителя ему дать. Потому что вот это вот у них общак. Их только инит руна, а не общак. ВФМ, кстати, у них будет не общак. О! И Wave End, наверное, тоже надо делать. Они у всех Wave есть. У всех Wave есть. Это, кстати, надо было делать из вот этого. Потому что тут, нет, таргет тоже висит. Таргет висит, половина висит, и all висит. Это у других вещей. У этих именно, да. Есть эта вся история. Хорошо, ладно. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылка. Знаете где? В описании. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.